Так, Я 22:00. нечаянно все запустил. На тебе ссылку. Потом Прекрасно. картинку будем менять. Я даже забыл про Мне впадло картинку. что-то репостить, я просто закреплю. А Клауд для нас, Клод уже сгенерил, так что пофигу вообще. Дай-ка я попробую И сюда отправил. VPN переключить, блин. Блин, надо убрать. Вот хреново, что теперь мне надо постоянно держать экран открытым. А куда ты скинул? Ну ты хоть отпишись в этот. В канале я просто закрепил. Я думаю, это просто все увидят, и все. Ну чё, погнали. У нас 0 слушателей. Идеальное время, чтобы начать. Игорь отвалился вообще. Не выдержал. Все, подключи его, пожалуйста. О, кстати, а ты будешь экран свой шарить? Думаешь, надо? Ты Сейчас, по-хорошему да, бы, да. зашарю. Да я бы Опа. пересказывал, что я делаю. Я думаю, этого бы хватило. Так, я тогда Вот притушу сюда. свою морду, чтобы... Вот к нам Кирилл уже зашел. А как тут сделать во весь экран? О, вот так вот можно сделать во весь экран. Так, все, вот так, зумчик. О. А это что сверху? Вот так норм, да? Блин, вот так норм размерчик. Не плывет, ничего не мутит. Да, Давай норм. начинаем, Бля. короче. Игорь, тебе не Так, страшно здесь а, находиться? Раз, два, три, точно не слышно? Да все слышно тебя хорошо. да А. слышно, Игорь, все хорошо. А в стриме Ну слышно? чё, в Да прошлый вроде раз слышно. мы... Да хорош уже. Я и так не готовил вступительную речь, а тут еще сказать что-то надо. Короче, в прошлый раз мы засняли видосик, как Паша показывал и рассказывал, как с помощью утилитки CTX можно генерить контекст на Вот. проектах, засовывать это в Клод, и Клод за нас пишет весь код, весь проект. Просто говоришь, сделай мне такую-то программу или сядешь в тюрьму. И он все прекрасно делал. Так, Павел? Да. Видимо, так, да. Да, я сейчас А, сообщение отправил, И... чтобы в Дискорд могли к нам зайти. Сори. Окей. И в прошлый раз я уже на следующий день хотел потыкать это все, но у нас там были проблемы, что оно на винде только через VSL работало. И вот мы добились, что сейчас эта штука запускается как бинарь под виндой, под маком, под линуксом, под любой платформой. И теперь это можно юзать. Юзабельная штука становится, да? И сейчас у меня все, что у меня есть, это вот я открыл свой проект Download. Это штука, которая качает бинарники. И я как бы планирую там сделать какую-то фичу, какую-то ишую и довести уже эту штуку до релиза, до стабильного. Ну, проект не сложный, и я думаю, любая аишка это все хорошо схавает и осилит. Мне лишь бы начать, да, сложно мне здесь начать. То есть у меня есть проект, начатый когда-то, то есть я не помню этот код, когда я его писал, какие в нем проблемы, какие тудушки. У меня есть Клод с подпиской, пустой Клод. Тут все, что тут есть, это вот то, что я сгенерил картинку по анонсу этого видео. Подписка Pro есть. И все, да. Я начинаю. Начинаю я с того, что скачиваю релиз CTX. Он уже, наверное, сегодня какая-то новая, и вчера вышла какая-то новая версия. А И вот у завтра еще меня версия под выйдет. винду. Я вообще думал, ты вот сейчас еще что-то зарелизишь.
не стал, чтобы тебе не, не испортить нечаянно Не что-нибудь. сломать, да? А А вообще я я, не уверен, что это работает. я на самом деле сегодня Да? посидел, починил скачивание self-update. Там для тех, кто пробовал self-update выполнить, там была, во-первых, проблема, что бинарь сам себя не может обновить, потому что пока Алексей скачивает, расскажу, что если бинарь сам себя захочет обновить, как он это делает? Он скачивает новый, кладет его условно рядом, и потом, когда скачал, пытается его подменить. А так как мы его заблокировали, он в этот момент что-то выполняет и сам себя поэтому заблокировал, и обновить он себя не может. И тут есть разные техники, как это делается. Паш, Да. у меня только что такая же проблема была. У меня был запущен клод, который уже запустил CTX, и я не смог вручную даже его обновить. Ну, понятно, потому что бинарник запущен. Да. И вот И сейчас я иду в клод. мы вчера Да, с продолжай Алексеем, свой рассказ. да, мы пока вчера с Алексеем пили пиво, он мне рассказал, какие варианты решения этой проблемы. Ну, такое самое распространенное, где мы создаем shell скрипт и запускаем его в фоновом режиме, и он начинает там с каким-то интервалом пытаться один файл заменить на другой. Ну и, соответственно, этот shell скрипт не привязан к нашему бинарю, и когда бинарь завершает свою работу, shell скрипт может его спокойно обновить и самоуничтожиться. Так вот, собственно, многие и делают. Ну и что вы думаете? Так, смотри, я... CTX сегодня смог Что, оно мне с клода, сработало, да? ну они, да, они с клода сработались сегодня и написали мне это решение. Так что можете сходить посмотреть pull request того, что Клод только что мне написал вместе, ну, как решили эту проблему. Там 25 изменений. Так, давай про мой этап, да, сейчас. Я уже... Ну, я до этого уже настраивал клод для того, чтобы, когда мы проверяли, чтобы бинарник работал на винде. Вот, сейчас я просто зашел и сюда указал папку до моего проекта. Мне нужно здесь контекст YAML указывать или не нужно? Не нужно. Он сам, Не нужно, да? если мы То есть я указываем, просто то папку он проекта конкретно указал. использует. Если не указываем, он пытается найти один из 4. Либо JSON, либо YAML, либо EML, твой любимый, либо PHP. И еще кое-что. Я помню, что в Symfony вот тут вот пробел ставить нельзя, да? Ну вот, Не когда мы нужно. шорт, И, по-моему, это на винде не только нужно. ломается. Я вроде с пробелом пробовал на винде, и винда это не очень хорошо понимает. Linux норм. Я хотел тебя тыкнуть моськой вот в этот Не-не-не, пробел, просто не. сказать, что... Я 100 раз это уже посмотрел, не должно влиять. Да, Так, всем привет, окей. кто То есть пришел. я зашел в... Я зашел, значит, в файл settings, указал контекст. Вот сейчас он запустился, никаких ошибок нет. Фу, и он еще показал И... тебе тулзы. Это уже хороший знак. О, тулзы есть, прекрасно, да. Это тулзы контекста нашего. Вот тут написано from server CTX везде. Мгм. Кстати, а тут можно увеличить... О, Ctrl плюс работает. Да, я тоже постоянно делаю. Так, а теперь у Эти меня тулзы в винде появились, это установлен... тулзы, которые, ну, просто еще без установки файла конфига. Ну, это тулзы, да, то есть это не контекст, это то, как может Клод обращаться к проекту. Пускай тут, ну, я даже если пустой контекст передам, я так понимаю, я скажу там, опиши мне проект, он, наверное, сначала попробует сосканить директорию, потом по каким-то файлам, возможно, сам погулять, но это даже без генерирования контекста. Да. Он сам А, сгенерит контекст. а вот смотри, как ты можешь сгенерить контекст. Во-первых, если ты зайдешь сейчас в... Закрой эту штуку и открывай вот этот с контекстиками документик. Контекстики, документики. Ты Ну, я имею в про виду доку? в API, application открой.
В аппе, в приложении, да? Да, Клод. А у меня пока ничего нету, мне надо, я так открой понимаю, его. Ну, ты открой, заинициализировать. Подожди, ты открой, я тебе расскажу, как можно Ладно. делать. Какие варианты есть вообще. Что открыть конкретно? Скажи, Приложение, как тупорезу, куда... Клод. Клод, окей. Клод. Ты мой Show джунчик app. маленький. Запускай эту кнопку ну, где контексты мы можем выбрать то, что хотим добавить. Плюсики, плюсик. Не здесь. Следующее. Нет. Самая Следующее, самая вот это? самая правая кнопка. Вот это. Здесь мы можем выбрать Ага, вот, контексты. ага, понял, это контексты. Да, то, что мы хотим расшарить. И у меня есть 3 таких самых основных. Вот JSON-схема — это упрощенная схема того, что контекст, ну, мы можем в конфиге сгенерировать. И если мы ее нажмем, сюда приложится вот сам файлик JSON-схемы. Ну, можешь включить его. Ну, нажми внутрь. Давай я немножко не шарю, давай, наверное, проект создам, да? У меня тут Давай, все пусто, это то есть я, наверное, хорошо. сейчас download сделаю. Мне вот здесь стоит что-то писать? Это Не, будет использоваться в это контексте? исключительно для того, чтобы помнить, что это за проект. По Прекрасно. поводу О, инструкции. Здесь можно даже вот так. желательно указывать инструкцию PHP-разработчика или того, кем ты хочешь, чтобы он был. Ее можно взять, Ага, то есть например, в доке. плюсик, да, я Зайди нажимаю? в docs контекст Вот так. CTX Hub, да. Да, сюда можно перейти из GitHub репозитория. Я вот в самом низу нашел ссылку на доку. Она еще справа Вот она. вверху, еще там есть ссылка, это справа вверху в правом меню, короче. Вот. А, здесь? Ну, Откуда где здесь дока? после description ссылка, где сайт мы указывали. Discussion. Ты мой сегодня джун, Алексей. Вот, понял, нифига. Не, я думал, поскольку у тебя это сбилжено... CTX, GitHub. Блин, ты меня обманул. Я думал, что это, знаешь, docs какой-то, GitHub.com, как Pornhub, их да? pages. Как Pornhub. Как их pages, я думал, там прям... Ну да, Да, и только здесь в левом GitHub. меню есть ссылка на список промптов, Как раз вот инструкций, это. вот, examples, да. И вот в них я положил PHP Developer, который можете использовать. Это мой любимый промпт, это мой самый рабочий промпт. Единственное, что знаешь, что здесь нужно сделать, и я это потом поправлю. Почему generated, Да а не пофиг. writing? То есть мы уже Да ему... пофиг, Ну ладно. какая разница. Вниз чуть прокрути. Ладно. Я здесь допустил небольшую ошибку внизу. Там будут эти теги structure. Вот их нужно заменить на Markdown syntaxis, иначе он эти structure начинает теги вставлять. Так, вот это, да, structure? Да, вот их надо Вот на так? Markdown заменить просто. Да. всё Блин. верно. Йоу-йоу-йоу, Я что-то думал, что... Покалюша. Я вообще люблю Claude, ну, вообще LLM-кам выдавать весь текст, который что-то значит, вот в таких тегах именованных, потому что мы можем на них ссылаться удобно. А вот эти А тут апострофы... надо какой-нибудь... Кстати, можешь написать вот structure как раз. Вот я люблю писать structure здесь уже. Через пробел или как? Что Да это за просто structure? Это напиши формат ведь вместо указывается. ASCII. Да какая разница? Указывай просто structure здесь. Ей просто нужно что-то, где мы скажем, что это такое, что здесь внутри содержится. И сверху вот тоже есть такая вроде хрень. Вот это external Давай, source. вот она, да. Да, вот ее тоже нужно поправить. Так, Всё, давай. уберу лишний отступ. Мгм. Ура. Иначе она с этими Так. тегами вставляет, и все ломается. Ну все, теперь мы можем начинать писать наш код. Давай инициализируй конфиг. Вот, то есть я нажимаю сюда и... ты имеешь в виду в проекте. Мы не будем Да. проверять вот эту штуку. Да, пока не будем. Да, Мгм. если
Напоминаю, тем, кто хочет, можно зайти к нам в Discord и задавать вопросы, поднимать руки, задавать вопросы, и мы попробуем вас выслушать, даже ответить. Вот, и сгенерировал наш первый конфиг. Для тех, Да, кто я вижу, тут уже схема положилась, и все прекрасно работает. для тех, кто не Работает ведь? понимает, что здесь происходит, да, только сделай это. Работает, да. Кто не понимает, что здесь происходит, здесь мы условно создаем документы с контекстами. Каждый документ, у него есть output path, это то, куда этот документ будет сохранен. Ну, это будет внутри папки контекст. У него есть описание и есть источники. Ну, то есть как бы в один документ мы добавляем, скажем так, данные из разных источников. Это может быть дерево, когда мы хотим дерево положить в наш документ. И дополнительно мы можем сюда разные файлы прикладывать, можно даже ссылки сюда прикладывать внешние, с GitHub что-нибудь, с композера что-нибудь. Ну, короче, вот они здесь в документации все описаны. Да, мне все были понятны типы источников, кроме 3. И вот я зашел и 3 это понял, что это дерево. типа в виде ASCII вот такой вот штуки, Да, дерева, чтобы... да. И я, кстати, заметил, что здесь есть формат, но здесь про него ничего не сказано. То есть я потому что он пока что прикинул, один, и что у нас я кроме ASCII. решил... Ну, там раньше еще Markdown был и JSON еще, но я их выпилил, потому что пока непонятно, где это использовать. Да, ты Мгм. документ сгенерировал, а теперь заходи в Claude, давай посмотрим, что нам это дало. Зачем вообще мы это А мне сделали? не надо сейчас предварительно как-то самому Нет, указывать нет. структуру, если мы... Мгм. Просто если Если... мы посмотрим, у меня тут есть модули, я бы мог по модулям как-то это Ну, расписать. давай пока что Есть так shared оставим. сервисы. Пока так оставим и уже зайдем в Claude и посмотрим, что мы можем сделать. Ты можешь уже выбрать этот документ здесь. Вот он появился, Project Structure. И Да можешь... ниже. Вот он. Да. А тут у нас как раз... Это как раз О, это 3. кстати, для винды я Он, вижу кстати, смотри, уже баг. Да. в один слой все зафигачил. Блин. Вот надо будет для винды вот эти штуки поправить, потому что на винде немножко по-другому все это строится. Видимо, надо здесь пути как-то все переводить к другому Нормализовать их стилю. просто надо. Мгм. Да. Ну, на винде есть Сдается немножко... мне, не тот проект я открыл, надо было CTX открывать, и вот в нем вот это сейчас фиксить. Кстати, можно попробовать. Вот Не вот. знаю, получится или нет. Ну, оставь пока. Я думаю, ему Начну пофиг на вот это. разработку на винде. Ну, давай попробуй, вот скажи, Разработка на винде — это покажи. прекрасно. Можно попробовать уже написать ему промпт и попросить объяснить, что это за проект, как минимум. Или там explain Вот ты, project. кстати, говоришь, русский лучше не использовать, потому что почти в 2 раза больше токенов жрет. А насколько хватает на 3 часа обычно, да, разработки? На То есть если 5. я сейчас буду русские символы использовать, то нам хватит на весь стрим Вот это я не знаю. или не Если хватит? будет очень длинные диалоги и очень большие контексты, у тебя могут быть проблемы. Ну, хочешь, попробуй. Посмотрим, насколько хватит. Но Смотри, я добавил сюда там же вот эти... такую Он штуку, начинает что их типа вроде как в UTF перегонять. UTF, блин, я уже забыл все. UTF-8. UTF-8, да. И, возможно, вот Не за думаю, счет что в этого нем они и проблема. жрут больше. Ну, Антон говорил так тогда. Ну, я думаю, там другое. Ну ладно, это тема другого, да, другая тема. Так, сейчас нам нужно объяснить, о чем этот проект, или раскидать по А сервисам, давай, как-то нет, раскулить, что там внутри можно, происходит. ты напиши explain project, main components, например. Нет, просто пиши explain project и дальше пунктиками, что тебе нужно от него. Ага.
То есть ты рекомендуешь писать в стиле LLM, то есть когда кто-то пишет статью с помощью LLM, он всегда key features добавляет в список, еще какой-то список, еще Вот, какой-то кстати, список. Ты да. предлагаешь с LLM Ну, писать такими же списками, да? ну, конечно. Но ты ей как бы, если список пишешь, она тебе по списку и начинает по этим пунктам проходиться, и каждый из них описывать. Там, вот should be done using service. Ну, что можно, какие задачи он может решать. Или can be done. Так, и Ну, кстати, resolve, да. да. Или what features. Можешь, да, дополнительно добавить what features it has, не знаю, что-нибудь. О, нифига ты слова знаешь, я даже такое слово не знаю. Ну давай, ладно, пока 3 хватит нам. А, О, видишь, он даже сам дерево построил. Ему вообще Вот это надо через скопировать и туда вставить вместо той штуковины. Так, А я увеличу немножко. давай теперь знаешь, что сделаем? Чтобы мы не писали вот эти промпты вручную, я тебе сейчас пришлю ссылку на GIST, и А мы у сюда... нас есть же А вот я не помню, давал ли я здесь эксплейнер эту тут какой-то ссылку. был. А вот я говорю, А дай вот ссылку на я не ту GIST, включил. я тебе прислал ссылку, возьми ее, пожалуйста, и Ща, я не посмотрю, что у нас ищи, есть. У нас Алексей, есть... не ищи, пожалуйста, возьми Ладно. ссылку. Вот есть код эксплейнер, кстати. Я говорю, возьми Так, ссылка ссылку, у нас в пожалуйста. телеге, да? Да, в телеге. Какой непослушный Джон. Да, джунов надо постоянно учить. Вот Простите, я дяденька сделал сеньор. ссылку, по которой лежит список промптов, которые мы можем себе импортировать в проект. Нажимай Row, кнопку. То есть, смотри, readme — это твое summary по тому файлу, который ниже, да? То есть, для Нет, чего эти это, промпты нужны? ну, Поэт- это просто объяснение, как фича про shared промпты, что мы поддерживаем такую фичу, А, и теперь бери row файлик, нормально. я могу прям Нет, вот эту row хрень всю нажимай взять. и нажимай на Ну вот он, ссылку. row. На ссылку. Бери, нажимай. Ой, Так. копируй ссылку и И иди в куда я наш конфиг. вставляю? В наш В наш конфиг конфиг. переходишь. И перед документами в самом верху пишешь импорт. Импорт. Да. Импорт, Type путь такой. Тип Нет, не pass. URL. URL и URL это URL, а не pass. Pass меняй на Подожди, ты не URL. видишь? Вот он, type URL. Pass, Ладно, я понял. Так, это pass я на удаляю, URL. а это URL, вставляю. да, вот. Мы говорим, что импортируем тип импорта это URL и указываем ссылку, откуда мы это импортируем. Все, заходи в Клод. А description? Ничего и больше не нужно здесь указывать. А название не надо? Это Зачем? просто... Это Окей. промпты. Импорт это импорт. Я новый чат создаю, да? Нет, можно здесь Или я могу продолжить. сюда? Давай теперь открывай наши списки вот этих штук. И здесь вот есть, у нас появились промпты, вот request контекст берем. То есть вот такой значок — это промпты. Да, это все промпты у нас появились. Мгм. А, Так, request контекст. Да. И теперь мы То есть нажимай. теоретически, Сейчас, да, Игорь? я говорю, теоретически можно подготовить любые свои промпты, лишь бы они были доступны по ссылке в том формате, который нужно. Ну, например, мне там для одного проекта нужны промпты для Bittrex, для второго проекта промпты для, не знаю, Laravel, и подключать все это в наш общий контекст и шарить между кем-нибудь. Да? Именно. Да, каждый может свои промпты готовить, шарить нам, а мы шарим. Ну, я для всех расшарил
уже заготовленные, так что можно смело пользоваться Я ими. так понимаю, что если я просто вот это сейчас все копирую, то есть это формат твоего конфига, я его могу Да, сохранить в да, файл, условно, мы, prompts, сюда можно, положить и можно прям вот заимпортить его как здесь, файл. а его можно прям здесь написать и все. Написать А, здесь просто, ну, я prompts, и так и хотел изначально да, вот это да. скопировать, вот это все, Ну, и только сюда зачем воткнуть, и это был копировать? бы жирный конфиг просто. Да, поэтому я сделал возможность Согласен. импортировать и не тратить время. А вот этот description, он для меня или для LLM-ки? Это, скорее всего, То есть, здесь не должно чтобы я, быть. чтобы я понимал это или... Ну, мне кажется, что эта IDE-шка просто тупит и добавляет сюда все, что можно добавить, но description здесь не нужен. Он, Ну, по-моему, да, в этом, в схеме он есть. ну, надо А, посмотреть. вот, human readable description of the import, это для меня, то есть. Ну, короче, забей на То этот есть я такой себе description. говорю, это Bootsters prompts. Да. Давай дальше. Заходи в наш клод, забей на эти description. Так, У это нас я есть закрыл. более Мгм. важные дела. Я, А теперь давай я его... приложил контекст Да, request. открой его, пожалуйста. В этом контекст request у нас лежит уже JSON-схема внизу, и здесь описано, как запрашивать контексты. Ну, тут, в принципе, объяснено, что такое контексты в простом виде и что с ним можно делать. Теперь мы можем попробовать LLM-ки сказать update контекст YAML. Контекст.YAML, он же контекст, да. Using Я file могу write. прям даже Ты забей. using... Что я? File write tool. Using... File write tool. Он, кстати, вот иногда тулзы не Так. использует, и иногда ему проще сказать, что используй. Да не обязательно это делать. Не ставь кавычки. Use JSON схема по describe documents, не знаю. Так. From the To- request. To describe documents. Вот так может? Ну и посмотрим, что он сейчас сделает. Вот на эту штуку я хочу сделать нормальный промпт, который позволит нам initial контексты прям все сгенерировать. Посмотрим, что сейчас будет. То есть, вот коротко, да, у нас есть... Так, он спрашивает файл write from ctx. Я могу нажать, посмотреть Да, детали? конечно, нажимай. Это вот тут, да? А, вот Да. спойлер, да. Вот он берет контекст YAML и какую-то хрень дописывает много. Им бы сюда переносы строк воткнуть. Кстати, deny сделай. Я так понимаю, что он его не читал еще. Нет, deny. Иногда ему нужно сказать сначала, чтобы он его прочитал. Стоп, нажми, а то он начнет сейчас пытаться по-разному его записать. А нам не нужно, чтобы он его записывал. Так, где стоп? Вот здесь где-то, где Вот стоп? ну все. Напиши ему, что first read it and then update. Чтобы он хотя бы посмотрел, что внутри. А то он иногда бывает, что не прочитает и начинает обновлять. То есть это реально такой же джун, как и я, вот Да, в данный еще момент, хуже. что ты прям говоришь, пойди туда, возьми то, Мне кажется, его зацени, опять как не он. читает. Ты видишь, в какие кавычки он пофигачил? Он его опять, по-моему, не прочитал. У него там нет слова импорт. Так, Нажимай deny, стоп. Да. Where is my import? Не пиши дальше, You потому что will... Подожди, ты сейчас начинаешь жрать history и контекст. Возвращайся в самый верх, не пытайся общаться вот продолжением. В самый верх диалога. И вот где мы написали ему о том, что он должен обновить контекст YAML, на ту строчку вернись, чуть ниже. Так, вот это И где-то здесь было, жми вот. Edit, да, нажимай Edit,
И И он мы, с этого момента будет, да? да, и напиши first use file read tool to, да, use file read. Так, first using a file read Вообще, tool. это редко так прям нужно говорить. Обычно я ему сразу даю нормальную инструкцию. Она есть в атачах, можно приложить, где мы объясняем, какие тулзы есть. Иначе, вот он сейчас говорит, давай-ка я его прочитаю. Мы ему говорим, окей, читай. Вот он его сейчас прочитал, ему вернулось Теперь я буду содержимое. апдейтить. Да, теперь он знает, что внутри есть, и он будет писать теперь правильно все это дело. Кавычки здесь правильные, если что. Так, давай начнем. Вот тут есть документ, но тут нету импорта. Он, может, его куда-то взад ревертнул. А попробуй Знаешь, allow что я делай, если сначала что, Ctrl-Z скопирую сделаем. в Ты просто буфер. Ctrl-Z сделаешь, и все. Если что. Ладно, я тогда это застышу. Так, Давай, точнее allow. застейджу. Молимся. Смотрим, что произошло. Кстати, можно было ему сказать, что do not... ну вот, ладно, он контексты Он сгенерировал. сломал импорт. Да, он импорт... Ну, скопируй вот эти документы, и мы просто за Ctrl-Z. Так, и он закончил. Так, окей, я тогда вот так сделаю. Смотри, что он с схемой сделал. Вот надо JSON ему... схема, драфт 07 Steam. У тебя Можешь что для за себя клод? Какой пометить версии? 3.7? 3.7. Ладно. Что-то он у тебя жестко затупил на этой штуке. А у него, может, из-за этих его системных настроек? Скорее всего, из-за того, что у него нет нормальной инструкции, и мы, как Джуну, говорим «сделай», а он такой, что... И начинает гадать, что нужно сделать, и тупить. Поэтому ему можно сказать, что там типа прочитай, не трогай импорты, оставь все, что есть в этой штуке, и дописывай всегда. Ну ладно, вот он нам сделал. Так, давай я ее прочекаю, да? Ты не против, если Давай, я сейчас ее да. по-быстрому отвалидирую? Так не Я просто чуть более отвалидируй. комфортный размер. Запусти сборку контекстов, и все. Ага, CTX. Да. Вот он сгенерировал, Контексты собрались. и в папочку все сложил. То есть они вроде как все рабочие. Ну, вот типа мы только что проверили, что схема рабочая, ну, то есть соответствует схеме, конфиг. Но правду ли он написал? Ну, он угадал. Так, тут есть где-то общее описание всего проекта, где бы я мог сказать, что это за тулза, или прочитать его резюме об Да, этом, ты чтобы он ты вечно в можешь, контекст попадал. смотри, ты можешь в сурсах указывать тип текст, есть источник текст, и я обычно его прошу, чтобы он в этот текст еще дописывал там такое хорошее description по тому, что это есть. Ну, то есть можно даже вот в каждый документ, там типа core application files, сказать, что вот здесь вот добавь текст о том, что такое, ну, что это за компонент. Либо второй вариант, ты можешь ему теперь сказать, открывай Claude. Я могу Redmi, наверное, могу просто подключить, не? Да, хочешь Вот у меня есть подключи. Redmi MD, я, Посмотрим. наверное, его... Да, можешь подключить Readme. И это я в документы сую, правильно? Я сую сюда. Ты можешь... Можно пока небольшой вопросик? Вот получается сейчас, ну, то есть у нас изначально был контекст, конфиг с источником дерева, то есть мы в клауды по факту засунули просто список файлов и ничего больше. И попросили Cloud угадать по списку файлов, ну, в директориях, о чем этот проект. То есть мы сейчас ничего больше ему не дали. То есть Cloud не пошел, не прочитал каждый наш файл, не прошел, не почитал каждый наш, ну, внутренность файлов и так далее. То есть он просто примерно прикинул, что вот
ну, на основании названий, только названий файлов, ну, наверное, это проект того-то, того-то. И, скорее всего, судя по структуре директории файлов, предложил нам улучшить конфиг, ну, типа вот разделив на вот эти все документы, да, там Core Application Files, Command Line интерфейс и так далее. Да. Или Алексей, же ты все-таки можешь... под капотом он куда-то сходил, Нет, он что-то никуда там не еще ходил. прочитал. Это чисто гадание на кофейной гуще. Но обычно он неплохо угадывает даже по структуре проекта. Ты в каждом документе можешь прикладывать несколько источников. Вот давай, допустим, после Мгм. дерева... Я об этом же подумал, я просто Да, думаю, правильно ли сюда readme да, подкладывать. норм. С деревом можешь. Тут все зависит, смотрите, для тех, кто смотрит нас и будет смотреть, что все зависит от того, как часто и где вы захотите это прикладывать. Можно в дерево приложить, но можно readme всегда отдельным документом, если вы его собираетесь очень часто в разные промпты подключать. А, Ну, и это можно на лету все делать. Для этого не нужно ничего после этого перезагружать. Поэтому сделали так, В- там, сделали любой срез данных. Вообще, Паш, Да. Мгм. я думал делать так, что вот у меня есть разбиение по модулям. Я хотел первым делом, ну, одним из первых дел попросить его сгенерить readme под каждый модуль, чтобы здесь была папочка readme, и тогда можно было бы ее подключать, ну, Так и вот, наверное, по сделай. модулям как раз и разбил, вот модуль. Сделай. Вот смотри, берешь, Вот, давай ну, это заходи следующий в шаг, код. да, то есть я... Да. Ну, давай посмотрим, как это Погоди, можно я сделать. отвалидирую, так. Просто он тут, мне кажется, немножко лишнего мог сделать. Core Application. А это все Сейчас я уточняется быстренько. Вот он впоследствии. прям SRC. Он тебе взял Command модуль. SRC и сказал, что только файлы, которые там с определенным паттерном. Ну вот он сервисы не взял, например. Ну, наверное, и пофигу. Ну, так ты можешь руками дописать, что должно быть там. Тебе же никто не мешает. Не мешает, да. Так, Command Line интерфейс, это окей. Download модуль. И это весь description. А description должен быть длинным? А как хочешь. Ну, я обычно не description все это делаю. Обычно это source type текст. То есть вот ты можешь сказать ему, Мгм. Это что как раз то, о чем я говорил, да, что readme положить вот сюда. да, тут все Мгм. зависит от Так, объема. ага, архив, common модуль. Это что? Это модуль common, да. И стоит еще... А, вот сервисы. Сервисы, окей. Теперь я хочу, чтобы он сгенерил readme под каждую... как это Он называется? Под common каждый... internal поставил. Ну, у тебя в common модуле только одна папка или? Ладно, давай открывай заново. Да забейте, пока не тратьте на это много Я времени. делаю новый чат, правильно? Да, назад по хлебным крошкам. А он... Не, Это не не так, кнопку. да? Это... Я понял, то есть вот тут плюсик. А, вот все, это уже новый чат. Да. Давай теперь добавляй наш первый модуль. Это у нас будет что? Так, А давай downloader, сейчас. допустим. Ну, я думал репозиторий, потому что обычно Ну все с него хорошо, начинают. давай. Давай вообще Давай. команды. Пускай команды, это вроде всем И будет понятно, добавляй это сюда просто клей. промпт. Теперь у нас вроде есть промпт уже готовый на readme генерацию. Есть readme PHP. Ну да, у нас код explanation и readme генератор. Да, его, кстати, надо будет... Этот readme генератор, он вообще для того, чтобы readme для GitHub делать, для пакета, но мы потом можем вычистить. Generate readme for модуль и use file write tool. Пока Я, он наверное, я хочу генерирует, на попробовать всякий вот так.
в стандартную штуку, ну, попробовать, может, это будет Тогда прокатывать, смотри, чтобы не указывать лучше, каждый. смотри, ты можешь, нажми тогда на контекст, возьми контекст, я тебе покажу, что ты можешь добавить. Тут есть файл ops, Сюда? файл system ops называется, prompt. Так. Вот, добавляй его. А, и там все И вот здесь вот, тулзы, ну, открой которые его. работают с файловой системой. Ну, открой, посмотрим, что там написано. И вот здесь Вот написано, он. что, да, используя файловые операции, а, тут даже написано, что используй файл write, когда create делаешь. И у нас есть вроде еще update, но она, насколько я знаю, ее надо отдельно включать. Пока что она не включена. Ну ладно, давай, запускай. Посмотрим, что будет. Вот, блин, то, что он всегда метапредложение пишет, я не знаю, насколько это хорошо или Так это нехорошо. можно Может, это отключить. для Но него как chain of thought. я ему прошу, чтобы он писал, потому что по ним А, я ему вообще Он запрещаю сейчас в сразу readme писать. засунет в обычный. Да, тебе ему надо сказать, что другой readme используй. Типа в модуль положи readme в модуль. Deny делай. Стоп. Мгм. И теперь Edit edit, да. А, and persist. О, блин, the result. Я хотел result. Result into А, модуль. Ты слишком много с ним разговариваешь. Он и так тебя поймет. У меня тут такие ошибки обычно бывают, что... ты скажи еще спасибо, что я не говорю спасибо, пожалуйста, будьте добры. Кстати, вот это вот он сейчас плохую Так, что он штуку делает? делает. Он говорит, что дай-ка я просканирую твою директорию с модулем. Ну, Посмотрю, что у тебя там есть. пускай он А у посмотрит. тебя вендора там нет, надеюсь? Ну ладно. Вот он, видишь, он теперь идет в команд. Ну да, ну окей. Это скажи, что directory всегда- list. Скорее всего, это из-за того, что я ж ему не приложил структуру проекта, правильно? Я ему А только там команд. открой, там Э, нет дерева? Мне кажется, там дерево должно быть. Открой контекст, посмотрим, есть там Оно дерево? Есть. вот такого вида. Да, ну вот, ладно, он все равно делает src command readme. Ок, нас это устраивает. Так, сейчас, он файл write пишет, окей. Все правильно вроде. Но он уже написал, можно идти смотреть, что он там написал. Пошли. Так, command line модуль. Get software, load software. Так, тут у нас Кирилл что-то нам пишет. У меня нету лода там, да, нигде. Вот мне Кирилл сейчас присылает... он пытается установить на macOS, наверное. У него же не macOS. Такое, Кирилл, у тебя прав нет. Тебя пишет, что permission denied, судо используй. Либо меняй директорию. Да, работает. Это Так, один из слушателей здесь мне он не прислал заклюнил. вопрос. Чё? Кстати, Класс для шторма structure. есть вот Мирмоид плагин, установи его сразу себе, пока помнишь об этом, чтобы рендерить их. А у меня, скорее всего, он где-то есть. Он включен Ну тогда даже. включи рендеринг. Давай смотреть, что в рендеринге есть. Да. Какой кошмар. Так, Жесть Ctrl-минусики какая-то, ладно. жми. Ctrl Да, Shift тут у меня минус. не работает оно, кажется. Должно Не, быть. работает. Но это не помогает, как видишь, Так ты пофигу. тогда сделай отрендеренный, а не в два окна. Зачем ты два окна вообще? То есть люди читают нормальные документы, а не это все. Ну вот, вроде что-то сгенерировал, даже неплохо. Вы как считаете, зрители? Это Норм пример для новой получилось? команды.
Кстати, давай теперь зайди в Клод, и мы ему еще одну задачу дадим. Add this document into Не-не-нет, этот скажи... Нет, контекст YAML. не, лучше не делать этого. Это ни к чему. Скажи provide Лучше, да, такое guideline. лучше вручную быстрее. Да, а теперь пиши provide guideline how to write console commands или create how to create console commands and ну ладно, давай вот так вот попробуем и узнаем, будет ли он использовать тузы в этом случае. Сейчас он Но должен погоди, открыть. мы же не добавили вот этот readme, мы его Так ж не ему не- добавили он же- вот сюда. Он, когда его написал, этот readme, он его в контексте у себя сохранил, и пока сессию мы не закроем, у него этот Ты readme имеешь в виду прочитанный. сейчас. Да, ну все, сохраняй. Так, allow. Ну он да, он просит файл write пишет. вообще. Так он тебе гайдлайн написал и положил его в папку. Давай его смотреть теперь, что он там написал. А нафига? Это типа полезно в будущем, чтобы Это для и этой же самой разработки. хренью и генерировать их? Да, то есть он здесь написал, как вообще, вот что такое в твоем проекте консольная команда. Вот ты, когда новую консольную команду захочешь написать, ты ему скажешь, вот тебе гайдлайн, как писать консольные команды, и вот теперь пиши. И он будет знать, какие у тебя там вещи есть, какие сервисы, пример приложил сюда, что нужно вот в самый верх прокрути гайдлайна. Вот он тебе пишет здесь, что все команды должны extended base класс, они должны содержать атрибут, и там что-то implement, ну, типа implement required methods. И вот снизу он тебе написал шаги имплементации. Создаем новый файл в команде, добавляем, ну, defining класс base, добавляем атрибут implement execute метод. Вот. Вот у тебя теперь есть гайдлайн, который ты можешь смело прикладывать. Я такие гайдлайны делаю на тесты обязательно, чтобы он, ну, то есть я ему говорю, вот папка с тестами, просканируй ее и напиши мне гайдлайн, как писать тесты именно в моем проекте. Ему это неплохо помогает. Так, сейчас, что он там про конфигуры написал? This method to define command arguments and options. Ну да, валидная хрень. Вообще, Смотри. вот для такой штуки стоило бы, наверное, импортировать контекст из Symfony консоли. А он его знает, ему это не обязательно. Если бы он у нас был. контекст. Смотри, теперь ты, вот давай, допустим, представим, что здесь что-то тебе не хватает. Вот что может не хватать в консоли для того, чтобы ее еще лучше реализовывать? Ты можешь ему теперь прийти в чат, посмотреть, что он здесь тебе написал, и в чате написать, что а добавь туда еще что-нибудь, что чего не хватает. Вот ты забыл упомянуть. Ну, у меня... допустим, ну, у тебя типа простой. спросить, как ты думаешь? Надо спросить, ведь что не хватает в этих консольных командах? А тогда возьми, смотри, Можно промпт. улучшить. Чего? Improve, а не add. Improve. И добавь, пожалуйста, сюда промпт сразу, брейншторма. Так, мы заходим. У нас есть brainstorming prompt. Угу. Я его увидел. Сейчас. Первый. Они по алфавиту все здесь. Тут не надо искать Просто ничего. brainstorming. Окей. А может мне еще дать ему контекст самый первый? Что ты Overview? хочешь улучшить? Ну, улучшить Алексей, в гайдлайне ты или улучшить в еще рамках что-нибудь? одной сессии у тебя все контексты, они уже работают в рамках сессии. Сколько бы ты ни прикладывал, у тебя все это будет. Ну, вернее, он все это помнит. Пока сессию не закрыл, все, что в нее добавлено, оно у него в голове, считай. Ну, он же по факту каждый раз перечитывает. Ну, как бы
Не, я Понятно, что просто свободно вот блокирует. в этом диалоге, в этом чате я ему не добавлял самый главный корневой контекст. Так и можно потом добавить. Не, ну, у тебя вроде deloader небольшой пакет, ты можешь вообще чуть ли не всю папку SRC закинуть и сказать, давай-ка мы с тобой тут посидим, побрейнштормим. От команд, генератор tool, interactive prompting мод. Я обычно Чего? Я ему обычно говорю, что мне нужно в консольных командах добавить output красивый. Ну, типа, все залогируй, добавь какой-нибудь логер и давай логировать. Короче, хрень какая-то. Хотя make command, download, verify. Ну он тебе интерактивность добавляет с вопросами, куда Мгм. сохранять и так далее. Типа аргументы добавить, да. Давайте, у JSON тебя же... output. Скажи, сделай это. Давай, пусть напишет, посмотрим. У тебя же все равно можно Сейчас он не ревертнуть. напишет, не сделает. Не, подожди, это одна из ишуев, как раз, которую я хотел решить. Вот у меня там Так всего давай. 2 или 3 ишуи. Давай. Вот это... Сейчас, это... Вот эта штука, потому что сейчас эта штука как работает? Он сначала качает бинари, а потом Мгм. спрашивает, заменить или не заменить. А я хочу сделать, чтобы он сначала чекал бинари, а потом заменял. Смотри, Но для этого как мы мне это надо можем сначала все сделать? контекстами покрыть. Давай ему для консольной команды это не нужно. Давай пиши теперь provide feature request for... вот это давай, скажи I like interactive mode. И типа Provide сделай степ-бай-степ. feature request. Ну, сначала provide feature request with step-by-step implementation plan. Мне Всё, кажется, enter. вообще в Symfony консоли это из коробки уже есть. Добавляй. Тебе не важно, не надо А ничего сюда добавлять. тут Все, просто не надо запускай и ничего? все, да. Ему этого достаточно. Кстати, правда, я хочу промпты на все это подготовить потом, чтобы они были. Так он тебе симфоневый и будет использовать. Ты думаешь, он что-то другое возьмет? Ни хрена. Он тебе просто добавить эту штуку в код. Ну и все. Ты можешь, кстати, сказать, что давай-ка добавь в папку фичи реквестов. Скажи, создай папку фичи реквест и добавь туда документ. Ты бы сказал просто for feature requests и все. Ну ладно. И что он спрашивает? Он Он хочет просто список хочет директорий посмотреть, запросить. да. Посмотреть, где положить. Теперь он... в Так, доксах write тебе file, записывает. docs. Кстати, зря он это... Он тебе сначала создал readme, что там лежит что-то, описание, что там будет лежать, а теперь interactive mode тебе туда записывает. Вот так у меня появилась документация, да? Да. Он тебе, видишь, даже ссылку на первый feature request добавил. Молодец, чё? Ну все. Я просто боюсь, я читать это не буду. Так это и не Просто вот нужно я, наверное, читать. превращусь в такого ленивого ревьювера, который не будет это читать. А ты попроси Который будет, другую сессию чата GPT почитать это. Почитай и выскажи свое мнение, да?
Причем именно чат GPT, чтобы у них конфликт был. Я так как-то недавно прикалывался, попросил чат GPT, DeepSeek и Cloud, ну, 3 одинаковые промтайм закинул, чтобы они там, ну, сгенерировали какую-то, я не помню, инструкцию. Мне лень было их читать. Не, там была, короче, какая-то пример промпта какого-то там насовского проекта по биомедицине. Ну, и типа, у них там мегапром там на кучу символов и так далее. И я такой попросил в эти чаты, говорю, так, чат GPT, вот тебе смотри, есть промпт по биомедицине, проанализируй его и сделай точно такой же, но только там по ДДД. Со всеми втекающими, вытекающими. Ну и попросил и DeepSeek, и Cloud, и чат GPT сделать. Они все 3 сделали, короче, 3 своих версии этих промптов. Readme-генератор тебе Я нужен, потом пошел... Алексей. Ну да, сейчас, сори, Игорь. Знаешь, что сразу сделай, чтобы зайди в ту сессию сначала. Это сессию. сохранится вот то, что вот здесь, да? По идее, все сохранится. Заходи, и вот здесь вот возьми, пожалуйста, еще где там ты ему говорил, сохрани в папку. Ниже было, по-моему. Так. Так, типа фичер так нет, это еще подожди, не это фичер другой, реквест, это это не я тот, ритми генерю. это не тот документ, другой. Нижний Вот самый этот? первый. Подожди, по-моему, этот. Что-то я Это не самое помню. первое, что мы А покрывали. где мы... А Да, что вот ты здесь хочешь? вот. А где ты писал, сохрани readme в папку? Что-то я Вот, не вижу. вот. Into Нет, the module dir. А мы же... у нас же был прям промпт Я use file редактировал. tools. Тогда сюда добавь file tools еще, не забудь. Using File ops. tools. File system ops. Фу-фу-фу, а может в это вообще вот сюда добавлять? Можно это сюда? Да? Сюда нельзя из этого добавить. Не, можно. Ты Или можешь вот это, да, работает штука? сначала, да, add text document. Ты сначала туда добавь, оттуда скопируй, сюда вставь. А, Да. ух Ну ты, вот как они пока как еще неинтересно. не сделали, чтобы можно было в общий добавлять. Я прям вот сижу, и мне этого тупо не хватает очень сильно. Да норм. Да забей ты на эту То есть штуку. я делаю текстовый документ, вставляю. Что там еще? Файл апдейт есть, да? Апдейт Все файл. норм. Этого достаточно. И я отсюда это могу убрать, и это будет всегда здесь, да, в каждом чате. Мгм. Так, окей, погнали. Ну, Вот слушай, он пока выглядит генерирует несложно. То есть, на 5 секунд закончу свою мысль, ты говоришь, тебе лень читать. В итоге я взял 3 разных промпта, ну, полученных результата, засунул опять в чат, в новую сессию. Говорю, смотри, чат, был промпт биомедицины, попросил сделать из него ДДД, вот есть 3 результата. Ну, сравни все эти 3 результата, выдели там, что хорошо, что плохо. Он проанализировал, сказал, здесь там хорошо это, здесь хорошо это. Я говорю, так, там, собери все воедино. Собрал. Потом говорю, блин, притворись этим Робертом Мартином, там, Эриком Эвансом. Внеси свои корректировки. Он там Пригласи их в комнату, и сделал пусть свои... они обсудят, да? Не, ну вот в именно вот комнату, как да, бы как в тот раз. обсуждения я не делал, я просто сказал, что они там должны типа по 3-4 там улучшения сделать там. И в итоге собрал, поставил. Короче, прикольная тема, даже читать не надо. Наверное. Давай, Паш, просто чекнем, у нас со звуком совсем все окей, есть ли там комменты вроде- где-то и вообще нас смотрит хоть Да кто-нибудь? вообще на Ютубе смотрят, конечно. У нас тут все время 10-13 зрителей. Во-первых, кто-нибудь хоть лайки, что ли, поставьте на всякий случай. Вдруг это чему-нибудь поможет. А если еще Может, вопросы есть какие-то? Ну, обычно только комментируют. Вот Игорю
говорят, что не только он так делал, такие крутые трюки. А если еще и кто-нибудь звезду на гитхабе поставит, вот будет круто вообще. Ну, я, наверное, откомментирую флоу Игоря, что вот когда ты собрал с 3 нейронок, разные результаты и пытаешься их суммаризировать, наверное, их суммаризировать тоже надо в 3 этих же нейронках, потому что ты заранее, наверное, не знаешь, какая из них тупая, какая Не, ну, поумнее. То есть как ре бы, это можно резюмировать надо бесконечно в это той, что делать. поумнее. Там по факту можно их там запускать, ну, это ж эти всякие эти цепочки там. Это я только, знаешь, к чему говорю, что если ты получил какие-то прям крутые результаты с крутой LLM-ки, то ты можешь их похерить, просто пропустив через херовую LLM-ку. Вот я к чему. Не, так, а я попросил, ну, с каждого, ну, грубо говоря, выбрать все хорошее из всех, ну, и ну, подополнять. И в итоге у меня получился суммарный, там, более, там, ну, короче, более лучший промпт. Но опять-таки, ну, сохраняй разные версии промптов, сам сравнивай. И это если тебе хочется почитать. Ты что говорил, что тебе лень читать? Ну, лень читать самому, пускай LLM читает. Паша, а вот то, что он тут дублирует, по сути, ну, мы же контексты, когда склеиваем, мы можем склеивать интерфейсы и классы, то есть сигнатуры их делать. А вот то, что он здесь в Мирмаид это засовывает, дублирует, можно сказать, это вообще ок? Тем более, что это статическая штука. Так Ее как нет, бы так ты придется ее после каждого отрендери. кода апдейта обновлять. Ты отрендери ее. Нет, я не про то, я про то, что нужно ли это вообще, вот эта хреновина, нужна ли она? Так Для это ты кого она? решаешь. Это для него, чтобы ты ему дал эту штуку, и он уже понял, что у тебя есть. Ты же можешь после каждого апдейта говорить, прочитай readme и обнови данные. Ты же можешь вообще каждый readme файлик обновлять после каждого апдейта модуля. Тебе же никто не мешает. Сказать, прочитай и доработай. Я, например, когда пишу CTX, у меня же readme там тоже есть, и проект всегда постоянно мутирует, и я ему говорю, вот тебе readme, иди и обнови в readme то, что изменилось. Я ему даю readme, я говорю, вот посмотри в readme, что мы только что поменяли с тобой, и там эти изменения отрази. Он спокойно это берет и делает. В этом и фишка, что ему нужно вот начальное состояние, это как с гитом. Ты даешь начальное состояние, и потом говоришь, вот тебе, иди и обновляй теперь. Ищи, что ты там поменял. Учти это. Слушай, ну я вот уже вижу, что, ну, он генерит не то, что мне нужно, то есть мне тут реально надо сидеть и с промптами работать. То есть он мне сгенерил класс диаграммы, которые вот, как кажется, мне Алексей, самому лично вообще не нужны. это нужны... Ему... Смотри, ты это делаешь, во-первых, не для И себя. не-не-не, ну, Ты это делаешь для я понимаю, своих... но смотри, Вот к тебе приходит разработчик, и когда он начинает разрабатывать, он открывает readme и видит диаграмму классов, и по ней он визуально понимает, как все между собой связано. Ты понимаешь, в чем фишка этой штуки? Тебе это не нужно, а другому разработчику, когда он придет, ему проще будет въехать. Он видит, что у тебя там есть какая-то коллекция, релиз, ассет, есть интерфейсы там. Ну, короче, ну вот, да. вот. Вот все, что Так, нужно сделать разработчику, если ему и что захочется здесь? посмотреть на зависимость классов. Ну, Хорошо. просто, вот здесь что? Здесь то же самое. Это, ну, не юзабельно, по-моему, человеку. Ну, тебе решать. Вот ты на это Если тебе... смотришь, и, ну, Ты и что пишешь это? readme не для человека, ты пишешь readme для LLM. Подожди, а теперь насчет LLM-ки. То есть, и вот, и, как я считаю, для человека не юзабельно, а что насчет LLM-ки? А для LLM-ки у нас как раз есть контекст-генератор, который вот говорит, у нас есть тут репозиторий модуль, и бери ты все PHP-файлы и склеивай их в один, да, и у тебя получится вот, где он тут, репозиторий, вот для Алексей, LLM-ки. но ты понимаешь, что есть такая штука, что у тебя контекст может настолько раздуться, что ты уже не уместишь его вот в такие штуки. И ему иногда проще будет Для понять этого у в нас этой... есть Мгм. постпроцессы, не так ли?
Да они тебе не помогут тоже. Тебе мало что поможет, Ну, когда у как эти тебя штуки уже называются? раздуются модификаторы. То есть у нас есть что-то короткое, типа PHP, там, PHP-doc, по-моему. PHP Content Filter. Ну, docs есть вот. Какую-нибудь такую штуку сделать. А Docs это что? Это просто... Это с А, сигнатурами? Ну, запусти, посмотри. Так, CTX. Блин. Давай напиши хоть В, XTC. в- Надо тебе 3 в этих 3 буквы не бинарника. попадаю. 3 Да-да-да. бинарника, чтобы ты как не набрал, все варианты А я, поддерживались. знаешь, я, наверное, на X это зафигачу. Вот прямо сейчас вот просто возьму и зафигачу это на X. На Z даже. Я в X уже не попадаю. Или И вот сюда что XXX. там у нас? CTX. Вот сейчас главное не промазать. Вот, все. Так, X. О, да, не нашел файл. CTX. Ладно, с этим я позже разберусь. О, у нас, кстати, Какой уже бинарник нужно продать Илону Маску? 3 человека сидит. Даже Антон пришел. Можно Антона, кстати, запустить. Сказать, чтобы «Привет, Антон». А запусти Антона, пусть он что-нибудь Ну, скажет. смотри, Паш, что-то твой... А Антон сам может войти, А, если захочет. так он тебе сгенерировал PHP Ну, доку, давай. обфусцированную, Если что... что, я ему аппрув дал, он... Я же админ, а, ребят. Да, так ты смотри вот на это. Что это? Привет, Антон. Здравствуйте. Так это PHP док получился у Привет. тебя. Ты отрендери эту штуку сначала и увидишь, что это. Да вот, смотри. Паблик. Ну ладно, Ну, давай. снова паблик. Ну вот, get by config. Ну, наверное, Public здесь метод. должна быть сигнатура какая-то. Public метод get by config. А, я понял, это типа свойство метода. Антон, Вот тут какими смотри, какая судьбами ты к нам штука, как пришел? отрендерилась. Не, ну я смотрю, вы там что-то яичко копаете. Я тоже решил посмотреть, что вы копаете. А, ты чуть Даже погромче. сейчас примерно Алексей, такой. тебе надо погромче, что ли, сделать Антона? Что-то его очень плохо слышно. А у меня, наверное, микрофон Это ты другой. сам делай. А, все. Как тебе Да, если что, контекст-генератор? чтобы корпоративные секреты сейчас не улетекли в паблик, мы это еще на YouTube стримим, если что. Ой, да ладно, я ничего корпоративного сейчас не буду показывать. Ну, хоть расскажи А что что-нибудь. вы делаете? Короче, Паш, этот модифайер просто сейчас глючит. Ну да. Нет, он не Ладно, я глючит, понял просто насчет этого. ты его для людей думаешь, а он же все равно для LLM модификатор. Просто чтобы, когда ты третьим лицам отдаешь код, у них не был полный код, который они могут переиспользовать, а чисто вот такая мешанина LLM этого все равно хватит, чтобы тебе все это написать. Ну, может, сейчас слишком какая-то то Но это открывается, не то для тебя. закрывается. Ты Ну, понимаешь, что это наверное. не для тебя документы. Это контекст-генератор, он генерирует контексты для LLM. Тебя здесь вообще, тебе это читать не нужно. Да, полностью согласен с Пашей. Это как у Антона взять Не, рак, в мне который просто кажется, он там... где-то местами оно все равно Да подглюкивает. какая разница тебе, Ну ладно. Алексей? Тут Markdown просто для LLM, чтобы ей было удобно, там, не знаю, как-то поделить на блоки. Ты же в рак не идешь читать. Вот Антон там берет векторную базу данных, туда текст впихивает, он же тебе ее не дает читать. И это не читай. Это все не для тебя, для других. Те, кому не принципиально. Все, закрывай документ, не трать на него время. Это Я тебя обфусцированный слушаю, да. обфусцированный документ, который ты, если вот представь, у тебя есть, не знаю, какой-то корпоративный портал, где собираются документы, которые начинают анализировать LLM-ки, или бизнес-аналитику. Ты хочешь дать документ, но ты не хочешь, чтобы он видел твой код. Ты хочешь, чтобы у него было нечто подобие твоего кода, по которому он сам может с LLM-кой общаться и как-то его там вытаскивать для себя какую-то бизнес-логику,
которую нужно описать, там, типа, правила валидации или какие-то диаграммы последовательности построить. И вот ему этого документа вполне будет достаточно. Но из него никто не сделает такой же сервис, имея эти документы. Он просто увидит что-то похожее на код. В Да этом сейчас фишка Я на эту просто, тему мем наверное, сделаю. я просто ожидал там увидеть тупо сигнатуры с комментариями и публичные сигнатуры, и все. У тебя там прям разложено непонятно как. Не, Паша все правильно делает, потому что у тебя задача очень простая: в минимальном объеме контента впихнуть максимальный объем информации. Ну, и для этого обычно люди используют UML-ки, используют эту всю разметку, и разметка здесь тоже важна. Потому что если ты пихнешь сигнатуры, яишка не будет понимать, как их соотносить, как их использовать. Ну, вообще работать будет с сигнатурами тоже, просто так, как сделал Паша, уже видно, что не первый день это полирует. Имхо это корректно. Я бы еще сюда впендюрил типа дерево зависимости. Я так понимаю, ты еще в фоне добавляешь туда файловые директории, да, в структуру? Да, позволяю их генерировать, а дерево зависимости я пока что еще не нашел, чем нормально делать. Это надо этот реситер брать. Ну, то А, ASTM. Можно, ну, в пыхе же можно, если конкретно в пыхе, то можно этим, ники с парсером просто. Ну, если тут такая проблема получается. Если ты его как бинарь запускаешь, он этот код же не может интерпретировать нормально. И получается какая-то шляпа. Ну, то есть надо либо все вычитывать и все парсером парсить. Короче, надо посидеть. Так-то у меня идея уже давно в голове витает. Не на PHP, а на все, чтобы делать. Ну да. Но Но это уже конкретно AST нужен будет хороший, да. да-да-да, я до этого пока готовлюсь к этому. Вот, и он также в этот readme зафигачил installation зачем-то. То есть, ну, я поэтому и говорю, мне вот этот Алексей, промпт на внутреннюю доку. если ты посмотришь мой readme, тебе его нужно скачать. Этот readme, я тебе сразу сказал, что он на пакет. То есть в нем написано, что добавь, как установить, добавь какие-нибудь схемки в Ага, него. я понял, это у нас... Ну да, вот поэтому я говорю, надо редачить промпт Да, под конечно, внутреннюю доку. Тем более у меня тут это же идет важная разделение. штука. Я Мгм. поэтому и говорю, То есть что вот эта штука, я понял, просто эта штука у тебя как раз из-за того, что промпт на глобальную доку. Короче, Окей, тогда я просто вопросов нет. сразу всем скажу, что промпты — это такая штука, что у каждого проекта их может быть штук 10 своих. Глобальные тоже они могут чуть-чуть, но отличаться друг от друга. Здесь никогда не попадешь в идеальный промпт. Поэтому я и сделал импорты, чтобы каждый человек мог свои промпты брать, делать какие-то идеальные и делиться ими. А, Да, не обратил внимания на промпт, вот все верно. Здесь есть и структура, где установка, и вот она, и лицензия. Все, что мне не нужно во внутренней доке, все здесь присутствует. Так возьми Это его, надо просто скопируй. взять, отредактировать, и будет красота. Ну да, ты можешь у себя локально сделать промпт, добавить в конфиге. Давай его добавим, и все сразу. Что тратить время? Зайди просто в YAML, и там это сделай. Ну ладно, Ой, началось. там быстрее же, чем Давай, здесь. YAML, Пиши prompts. prompts. Ну, можно прям здесь было. Ну да ладно. Нафига нам еще что-то? Я просто импорт сделаю. То есть у нас тут будет type файл, Не, пас у него. path. Наверное, он вот так воспримет. Да, все Может, верно. даже вот так. Да, все верно. Можно вообще для Им тебе- файловых... Вот Чё, Антон? Не, просто удивился, что у вас тоже YAML конфиги для этого есть. Ой, давай prompts. И здесь мы пишем ID. Readme генератор. IT это то, что я увижу в этом, да? Да. Ну, это уникальный Internal идентификатор. readme. Да зачем тебе генератор? Ну ладно, пусть будет так. Ок.
Internal docs. Мгм. Description. Это как раз наш промпт, правильно? Да, Как он там вот так примерно? ну да. Не, description это не промпт, это его описание. Это для LLM-ки. А messages? Подожди, а Да, что, как тогда? messages. Как промпт указать? Вот здесь вот роль, теперь пиши роль user. И Прикольно. здесь контент уже, вот мы пишем контент промпта. Вот его Так, не- как он там? Вот так ведь, правильно? Да, да. Чё, Антон? А что вы вот эти конфиги не генерите? Так генерим. Или У меня генерите? все для... Сначала выдели весь текст и в самый правый его про это прокрути, чтобы он выровнялся весь по левому краю. С Мем shift-табом. готов. С shift-табом его сделай. Не, Антон, я-то их генерирую, я просто до промптов никак не дойду, чтобы себе сгенерировать нормальный промпт. Так-то все для этого есть. Я Так, даже хочу щас, прийти к подожди, я тому, вот так чтобы он сделаю. сам себя перегенерировал. Окей. Почему? Я понял, тут YAML есть. Что за Алексей, фигня? зайди в prompts, выдели весь текст, без вот в контент все, что есть, выдели, пожалуйста. Так, Контент-секцию. Выделяй и shift-табом в самое левое доводи его. Еще до и? конца. Еще. Так он так до Shift-таб. конца. Ты имеешь в виду Вот, выровнять все, просто. вот, все. Вот сейчас теперь будет ок у тебя. И А то еще удаляй все можно было бы и лишнее. вот так сделать. Да забей, зачем ты это делаешь? Я наоборот... Так, ты эксперт. Readme можно project readme files. Вот это уже лучше. Я же здесь даже сделал, чтобы он сам себе промпты мог выбирать по желанию, когда что-то делает, задачу решает, чтобы контексты мог сам запрашивать, генерировать себе в JSON формате все контексты, которые ему нужны, сам их запросить. Ну, то есть, как бы под ключ все. Осталось только стартовый гайдлайн ему Слушай, может, подготовить. я сейчас Чё? просто попрошу эту Клод сгенерить мне эту хрень, потому что мне это Так сидеть... ты скажи, read prompts YAML? Нет, Ну я да, так просто и хочу говори. ему скинуть вот это и типа Так ты пофикси ему это для скажи, внутренней доки. Все правильно. ты ему скажи read prompts YAML и update readme. Все. Она уже есть вот здесь, кстати, да? Где эта штука? Леша медленно переходит в режим адепта, раскидывает конфиги на правку. Так, сейчас. Не надо Забей и меня ставь. обзывать. Где internal docs? Почему она не добавилась? Да хрен его знает. Надо посмотреть, что у тебя там. Так, Конечно. слушай, может это вот эта штука может не работает? А у тебя там YAML написано вообще? YAML. Да. А ты убери тайп-файл, Prompts. просто ставь pass prompts. Prompts. У тебя нет буквы P. Все понятно, почему у тебя не работает. Чего? Вот здесь в файл name нет Ага, буквы P. да. Да. Фу, ты меня пугаешь. Я только подумал, что уже что-то сломалось. Вот, он добавился. Если бы я делал, я бы сказал, что вот тебе файл, заапдейти сам в нем. Зачем тебе копипастой заниматься еще? Ты слишком сложными путями ходишь. Так, Кей Фиатурис, правильно? Так, in project
modules internal and public API. Consider это... Не, consider это учти, да? Я забыл. Или это объясни? Нет, Consider. explain it. А учти это. Consider. It's important. Что там еще надо? В чем? Remove everything like Related install to public. license. Ну ладно, даже лучше пишешь, чем я себе могу представить. А что там еще? Да все, пусть это, скажи, пиши теперь. Вот, кстати, ты же понимаешь, что ты сюда приложил как а-ля промпт. Я просто до сих пор не понимаю, как Claude их отличает друг от друга. Есть ли у него какой-то там, не знаю, метод данный, что вот ты приложил либо промпт, либо приложил ему что-то другое, либо контекст. Визуально то же самое. Они же даже сделали вот эту возможность диалога приложить ассистента и юзера, и он прикладывает его в виде JSON, и такое ощущение, что ну вот видишь, он тебе... он генерирует. Что сейчас происходит? Это, по-моему, промпт он тебе сгенерировал, где описал, как должно выглядеть readme. Окей. Сейчас improve. Это что у Скорее нас там за всего, файл? смотри, тебе, во-первых, нужно сказать... Ты прочитай, как Я я вообще могу написал. это... Улучши internal docs, Да, чтобы тебе... они были Подождите. как Во-первых... это applicable для internal docs. Нет, во-первых, подождите секунду, Алексей, Пофигу. остановись впереди в промпт, и Так. я тебе объясню, что ты сейчас написал. Ты ему сейчас написал улучши internal docs, а ты ему напиши, что there is an instruction in context, что у тебя, ты ему приложил Окей. инструкцию в контекст. И именно эту инструкцию для LLM. For LLM добавь. Мгм. I want to rewrite it. Ты хочешь ее переделать. I want you rewrite it. Не знаю. To use for Для internal использования... docs. For internal project docs. Вот. И теперь у тебя выглядит как будто бы, что у тебя уже есть инструкция, ты ее хочешь переделать на internal, и ему будет более понятна задача. Мне сказали, дайте уже Павлу линейку, пусть бьет по рукам. Отлично. Это мне и нужно. Так, это как на OnlyFans каком-то есть там такие штуки. В зависимости от доната линейка будет больше или меньше, там удар будет сильнее, хлеще. Да. Да можно и без линейки, можно прям вот эти штуки с OnlyFans, так сказать. Так, Пускай ладно, мы Давай не туда пошли. посмотрим, что он сейчас сделает. Файл write. Ага. Ну давай. Да записывай там на месте, посмотрим. Так, сейчас я Мне хочу... кажется, он неправильно это вот так сделает вот, так. сейчас. У меня ощущение, Так, что он изменил. сейчас все испортит тебе. Он структуру испортил. Да, Ctrl... испортил он ее, потому что у него нет JSON-схемы на эту штуку. Поэтому он ее пишет. Но ты можешь, кстати, вот здесь вот скопировать и за Ctrl-Z и туда вставить уже текст. Я бы так и сделал. Ну, конечно, вот дерьмовенько, что только роль удали. Как? Вот эту, да? А это почему?
Роль двоеточие. Ну, кстати, можно, По- наверное, и по- так Почему это оставить не в должно быть целом. частью роли? Не, Ну, вроде. можно вот так, конечно, да. Ну вот, выглядит как будто бы план. Ну, давай попробуем. Надо прочитать, что он написал. Вот это хорошо, он написал, мне нравится. Кстати, потом мы это выложим его в публичный доступ, этот промпт. Либо те, кто его видит, есть Так это все шанс на, это успеть все на GitHub перепечатать. уйдет. Ага. Но мне нравится Так, GitHub больше. кстати, Паш, Чё? я заметил, у тебя в доке есть предефайненные типа константы или енвы, что-то где-то это в енвах, наверное, да? Там, где типа текущее время, путь до папки, не знаю, там такие штуки. Это где? Ты про что? Где оно? Ты что В сейчас хочешь? environment variables, наверное. Вот эти штуки. Да. Сделай, уже, чтобы сюда можно было PHP-версию воткнуть. Так ты Минимальную. в env можно Вот, воткнуть. композер есть. В env Вот можно есть воткнуть композер. эту штуку Кстати, да, я ж могу... Правильно, я ж могу через .env этого. создать, его импортнуть. Не, давай Мгм. пока по-другому сделаем, И потом эту штуку покажешь. Открой prompts, давай покажем, что можно сделать. После description пиши схема. И здесь нам нужно, пишешь property, PHP-версия. Давай, PHP version. то есть это вот то, что вот так вот, да? Да, сначала, нет, PHP. сначала PHP version здесь объектом вставляется. Двоеточие. Не, подожди, не так. Кстати, вот это можно было бы тоже добавить, мне это нравится. Здесь ты пишешь, по-моему, description. Что-то я забыл, как там схема-то уже выглядит. Интересно, давай в схему зайду. Так, objects, type, description, вот эти, наверное, да, штуки? Да, тут description. Кстати, вот String, можно еще describe параметр. дефолта у них нет. Ну, то есть здесь description у тебя может быть. Ну да. И дальше ты должен в required добавить вот этот... кстати. Require это еще какой-то. Да, вот в required Types. ты должен добавить вот этот PHP version. Возвращайся в промпты. То есть я пишу require, да? Не здесь, а на уровень назад. Так, давай, как? Вот здесь. Слушай, вот так, required. наверное, properties, вот так вот. Может Вот так, быть, что да, я имеешь в уже виду? забыл. Require. Сейчас я научу вас пользоваться контекст-генератором. Возьмите себе этот, Да не как его гадай, называют, Алексей. ссылку на документацию. Что мне делать? Игорь такой громкий, его надо сделать потише, Я кстати. Да, Игоря надо... у меня, Что-то с кстати, Игорем надо сделать. Все, Игорь я Все, сделал я сам потише. сделал все потише. Вернись назад, пожалуйста. Я могу это в доке найти? Зачем ты Да. это ищешь руками в доке? Дока выложена на GitHub, а контекст-генератор может подтягивать с GitHub чего-нибудь. Defining prompts выше. Игорь, ты слишком перешел умный. Слишком вниз. Да, Вверх хватит перейди. хаять человека. Он еще не так сильно разленился, как мы уже разленились. Алексей, Да. вот вверху есть Я on хочу... this page. Я еще хочу в кишочках немножко. Справа Я уже опечатки в классе правлю яишкой. Справа Что есть такое падла это меню, сделал? в котором вот. Так, Defining prompts. Так. Вот ты справа меню видишь на странице? Сейчас я найду. Defining. Алексей, ну вот Ага, справа меню on вправо. this page. Нажимаешь, и вот у тебя схема. Entity name. Description. Вот так вот, я понял. Так бы сразу и сказал. Так ты же не слушаешь. Я уже тебе и так, и едок. Слушай, мне PHP кажется, это version, немножко... Но required, наверное, можно будет затащить внутрь, потому что мне казалось сначала, что они поддерживают JSON-схемы полноценные, а они здесь сделали
по- по-тупому. PHP version, мне кажется, так не прокатит у тебя. Надо Слушай, что минусик, это наверное, вообще брать. такое? Вот это required. Зачем это все? Это required property, который нужно обязательно ввести. И теперь в коде PHP-версию замени вот на вот этот PHP version. То есть это чтобы вот эта штука всегда была вот здесь где-то? Ты про это говоришь? Да. Вот это А где ее в фигурных значение? скобках. Так сделай в двойных. Двойных. Не так, двойных, по-моему, только можно. Вот так вот. Но заходи теперь в LLM. А Без тут не надо пробельчиков. какой-то баксик там, не Да знаю. убери без пробельчиков, без всего. Давай уже. Не трать время. И так уже 3 часа Куда сидим. иду? Ты, наверное, еще и Чего перед иду? LLM-кой извиняешься, Леша, да? В Клод иди. И- И Я всегда вставляй свой говорю промпт. пожалуйста и спасибо. Давай иди в Клод, Какой вставляй свой промпт? промпт. Вот этот, У меня нету который ты промпта. Вот создал. этот промпт? Да. Используй его А, теперь. в новом чате, да? Да и без разницы. Хочешь здесь, хочешь в новом. Уже все. Вот оно безразличие от использования Вставляй LLM-ок. его. Где он тебе там? Internal Docs. Давай-ка. Ой, ты какой, а? Вайме. А нафига мне это здесь? Не, я понимаю, что это круто, но нафига мне оно здесь? Так я тебе сказал, давай тебе покажу, как можно сделать сейчас эту штуку. А так можно через env вставлять, они тоже там парсятся. Но env надо посмотреть. Не, слушай, это клево. Это мне как раз пригодится, чтобы сделать промпт. Вот я прямо сейчас это сделаю. Типа docs for... А я смогу, кстати, вот этот реюзать промпт внутри промпта? Нет. Ну, ты просто добавь, что модуль сюда. Могу или его что-то, и всё. заимпортить? Зачем? Давай, может, его заимпортим хотя бы как-нибудь. Да как ты его заимпортишь? Давай не сейчас. Это надо Ну, это писать. фича, и фича для тебя. Вот делать импорт, и сюда я вставляю internal docs. И что это даст? Это то, что вот это будет юзаться, а здесь я напишу просто типа, напиши доку там э, для модуля такого-то. Так а что тебе мешает там вставить еще одну переменную и с названием модуля? Ну, это универсальная штука, это уже конкретная штука. Ну, я понял, о чем идея. Но в Ну, целом, кстати, звучит в неплохо. Можно целом подумать окей, да. о таком функционале. Так, окей, Но мне модуль еще docs. понравилось И дефолты тогда сюда я... указывать. Надо будет подумать о дефолтах. Дай-ка я себе сразу ишую создам. Да-да-да, если бы был дефолт, было бы круто. Кстати, помоги мне, пожалуйста, создать ишую. Скопируй этот текст. Давай сделаем небольшой текст ишуи. Чего? В Скопируй смысле, вот этот это конфиг. вообще другая штука, не? Скопируй конфиг. Мне Сейчас, нужно, что... погоди, дай я допишу. То есть это инструкция, а где я ему команду отдаю? Какую команду? Ну вот я хочу сейчас сказать, Так действуй перемести вот модуль в самое на эту начало. штуку. Так хочешь в Надо самом засунуть начале. денежку в дисковод сначала. Вот сюда, да? Ну, я бы засунул ближе к началу, потому что ближе к началу есть больше шанс, что он на это пристально обратит внимание. Чем ниже, тем меньше уже внимания с его стороны. Мне это иногда подбешивает, конечно. Не, И ну тут, когда там, где я говорю сначала, что ты такой-то чувак, разве это не самое главное ну, то есть не то, что должно ну, все я после определять, вот этого, кроме основной так вот, задачи? вот после этого я и говорю ставить. Я раньше думал, зачем люди пишут там типа стоп, прекрати писать вот такую-то хрень. А иногда бывает, что она или это очень важно, не начинай писать там тексты 3 раза. Это важно, не пиши, пожалуйста. Потому что они начинают
всякую хрень делать. И чем ниже, тем меньше вероятности, что они прям вот на 100% воспримут твои пожелания. То есть я, если сейчас скажу, Кстати, тут типа, вопрос на зафигач, Ютубе. Кто консалтит по Spiral Framework? Вот все, кто сейчас на стриме, те и консалтит. Антон, создатель Spiral Framework, и как тебя... А мы все контрибьюторы. А Игорь у нас... а я Рокс, если ты про меня. Да, нет, я говорю Алексей Рокс, а Игорь у Игорь нас только является рисует. core-разработчиком, core-пользователем, или как М. senior пользователь Spiral Framework. Я вообще хотел, чтобы ты мне issue feature request создал, а ты пошел дальше. Я хочу проверить, как это работает. Если я просто прикрепил вот эту хренотень, вот у меня тут тулзы, тут эта хренотень. Если я просто нажму вперед, он это заиспользует как промпт? Да, ну нажми, можешь ничего не Или писать. я должен написать use internal module Да docs as ничего не надо instruction? писать. Он же все это в контекст себе прикладывает перед тем, как начать читать твое сообщение в чате. Ему вообще не важно, что ты ему какой-то текст напишешь, если Нет, вдруг он есть в этот контекст контексте. пометит Нет, как нет, справочная информация. ты не приложил никакой модуль. Чего? Вставь сюда, пожалуйста, знаешь З- что? Давай попробуем request контекст prompt вставить. Request, контекст. Нет, назад зайди в Это... Клод и А как приложи это... сюда. во. Здесь уже ничего не приложишь. Всё, Блин, я не забудь про смогу это. уже. Давай внизу attach. Я могу этот Да удалить оставь. чат прямо Не надо, сейчас? зачем его удалять? Оставь. Ладно. Все нормально здесь. Приложи вот request контекст. А тут есть быстрый поиск и Да нету? вон он тебе Блин. самый нижний request контекст. И скажи, что you can request required module. У тебя там написано, какой ты вообще модуль использовал? Да. Все, Enter. Давай посмотрим, что он сейчас сделает. Люблю я такие штуки. Вот он тебе сейчас project структуру запрашивает через контексты. Allow. Сейчас ему вернется project Почему я не structure. прикладываю project структуру? Тебе ничего не надо, он сам все это запрашивает JSON-ами. Он теперь запрашивает следующее. Я, может, Repository хочу... module files. Видишь, вот он сам их нашел. И вот здесь тебе сгенерировал JSON, как в Ямле ты пишешь, а он тебе вот здесь он генерирует и сам же его сразу результат получает. Вот он тебе говорит, что теперь, а давай-ка я поищу все файлы в папке src с постфиксом контекст. Allow. Он Это щас все из са- того промпта, эта фигня? Да. Ну, то есть он там знает, что такое схема, JSON-схема, и вот сейчас с помощью нее пытается сделать такой allow. Исследовать твой Я просто не проект. понимаю, что он... откуда он это вообще придумал, вот это? Так он Что там, посмотрел вы за project, мутаген ему подмешали? project structure, посмотрел, какие у Так, тебя файлы сейчас. в проекте есть, посмотрел, какой модуль ты ему То есть он вот запрашиваешь. нашел контекст зачем-то. Он Мгм. хочет посмотреть, что здесь есть. Ты же ему говоришь request контекст. Ну, в общем. Теперь я понял, что нужно. Окей. А чё, он только один файлик запросил? Нет, он запросил до этого, Я если вообще не понимаю, посмотреть, что он... он до этого запросил всю Я... директорию со всеми файлами. Ну, там, М. нужную. Все, пошел писать тебе код вообще. Ну, скажи, Куда? пиши. Чего? Так это что за файл? Модуль, контекст? Мне кажется, Зачем ты он туда ему... это пишет? Ну, давай посмотрим. Ну, он тебе код Он рефакторить какую-то фигню пошел. делает. Он сделал модуль контекст, external context source. Мне кажется, там Не, где-то в все, пора промпте у прекращать тебя... это безумие. У тебя где-то там в промпте было написано это. Да, наверное. В твоем или в моем? А что там просит? Когда у тебя будет мастер-класс
По LLM. О, Антон. Мы Антона уже давно зовем. Он все говорит, давайте через неделю, давайте через неделю. Мне надо еще немного шлифануть код. И вот оно идет и идет, пока ждем. Но у нас будет... Просто то, что мы сейчас сделаем, приготовьтесь, что это будут игрушки. Все вот это игрушки. По идее, там должно быть уже совершенно другом уровне. Короче, да, из-за того, что я явно не обозначил, где здесь модуль, а где что, то есть он запутался вот в этой формулировке стопудово, я бы сам в этом запутался на самом деле. То есть это, когда ты размечаешь вот так, оно выглядит понятно, да, ты видишь, что оно фигурными скобочками выделено. Но когда оно подставляется, получается бельберда, типа для модуля репозитория или... Ну, в общем, я думаю, что просто misunderstanding произошел. Надо попробовать еще раз, я так понимаю. Это с нуля только. В этот Здесь раз я ему иногда быв- сразу... Да, с Мгм. нуля. Иногда бывают такие штуки, что Я он говорю, что модуль... чат через жопу начинает. Ты только, главное, проверь в промпте, вставил ли он это. А, Я обычно говорю, что это не модуль репозиторий. Я обычно говорю, что namespace'ами с ним общаюсь. Когда ты ему даешь namespace, ему гораздо приятней, нежели ты говоришь И просто я ему сразу репозиторий. дам А дай репозиторий ему, модуль, сразу даю. да, а дай ему еще request И контекст. могу дать весь... и я могу еще дать структуру проекта. Да не Почему бы нет? Он каждый обязательно, раз ее запрашивает. не обязательно оставь без Ну нее. ладно. Оставь request контекст, посмотрим еще раз, что он сейчас сделает. Это же круто всегда смотреть, как он начинает думать. Давай, запрашивай. Внимание, Ну, вопрос. Да, внимание, вопрос, что из этого он будет Алексей, выполнять. все-таки вставь, пожалуйста, ему namespace репозиторий. Ему так очень всегда проще, когда ты ему даешь именно namespace. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что если ему не дать нормальное понимание, что, ну, только слово, ну, окей, норм. Так, locate, нет, to. Ты можешь сказать generate readme for namespace вот этот. Ну, либо так, окей, давай. Интереснее же всегда, Ну или что determine. будет. Ну ладно, давай. Всегда интереснее понять, что будет, когда мы ему не даем ничего, но при этом у него есть все. Он, кстати, решил директорий листинг Он сделать. все-таки все равно берет. Вот он Я ему не дал, я предлагал, да, нам Ну рассмотреть. давай, Каждый забей. раз он берет. Окей, allow. Всегда же интересно, что он будет делать. То есть ты с позиции такого, как этот, Дроздов, наблюдатель за природой, а Иногда сейчас мне мы посмотрим, запрет. что наша нейроночка, Иногда что прет от нейроночка этого. сделает, если мы ей дадим вот такой вот запрос. Если ты ему даешь request контекст, он иногда я ему даю недостаточно контекста, и он понимает, что ему чего-то не хватает, он такой чик и пошел по файлам штудировать, что там еще дополнительно есть. Очень помогает. Главное, помните, что либо его надо ограничивать, говорить, что ты поосторожней с контекстом, чтобы он все не запросил сразу. Но там, по-моему, есть у меня, что save tokens и следи за количеством символов в файлах. Он, когда структуру проекта запрашивает, там есть файл size и количество символов в каждом файле. И вот я его стараюсь ограничивать, чтобы он не переусердствовал. А что делаешь? Ты Пока вы тут посмотрел? болтаете, я уже Да. придумал Я просто название нового продукта в этом телеграмчике, даже логотип скину. Нужно CTX переименовать в FartGPT. Я точно пойду. Да. Что, давай, пусть записывает. Так, репозиторий модуль MD. Он в docs это зафигачил. Ну да, И потому это что мы не зашибись. давали в этот раз инструкции. Угу.
Ну все, пошли читать, чтобы он что положил этот получилось. в папку модуля. Ну, кстати, это хорошо, что он сделал. Ему можно вообще давать всегда... Знаешь, какую штуку вообще очень круто делать? Ты ему скажи, положи в корень гайдлайн, и всегда в этом гайдлайне у тебя должны быть самые такие основные инструкции, где у тебя документация хранится, где хранится еще что-то. И ты перед тем, как начинаешь кодить в этом проекте, ты ему этот гайдлайн всегда скидываешь, и он уже в нем начинает вот как бы смотреть, куда что нужно положить. Мне вот интересно, вот, блин, почему мы не провалидировали эту фигню? Он опять Так, installation зафигачил, ну, а вот это пускай usage остается, Интересные вопросы configuration ты, я... Леша, задаешь. гайдлайн. Ну, то есть предполагать, потому что будем проверять работу ИИ, как разработчики. Сейчас целое Конф- движение Ну, развивается на эту тему. Ты еще попроси, чтобы он тебе ключи от GitHub выложил в репозиторий. Мне вот здесь понравилось то видео, где его там выложили. Надо в этот фортами выложить, где чувак вайп-кодингом занимается. И он такой: о, мне только что LLM удалила проект. Ну ладно, он мне все равно был не нужен. Начну новый. да-да, я все равно, типа, в голове держал другой проект, да? Да. Если я сейчас спрошу, знаешь ли ты мой GitHub токен, он через CTX это узнает как-то? Там есть доступ к этому? Да, Или ты CTX только юзает это просто для закажи скачивания? request контекст. В смысле, а у тебя там есть токен? Ну, он в енвах есть. Нет, он же... Кстати, вот скажи request контекст. Возьми сюда вот этот request контекст документ и скажи find using contains Do find GitHub token in my project. Или find credentials, может быть, что-нибудь такое. Давай посмотрим. Интересно всегда. Я, наверное, сейчас это окно унесу влево, ну, за Да экран. нет, забей, зачем Вот так. зачем носить? А все равно никто не смотрит там. Давай. Оно же все равно на видео очень Биткоины быстро вот эти. промелькнет, и никто не успеет запомнить, если даже захочет. Ну все, давай, начинай уже. Не делай это, Леша, не слушай их. Вот так вот. YouTube. Ну, все поняли, что это YouTube. Да, давай. Да что ты делаешь-то? Не убирай, он все равно не покажет тебе все это дело. Покажи всем. Да. Так, ну это мой пароль от почты, а это мой пароль от почты корпоративной. Ну, Короче, да. Нету ничего. Ладно, так он пофиг. тебе в документах, а ты скажи in my file system, in my project. Я с этим потом поэкспериментирую. Мы Ладно. все-таки хотим одну ишую решить. И для этого вот вроде у нас сгенерилась дока. Я ее Ну сейчас, давай. наверное, чуть-чуть вручную быстренько почищу, потому что нафига нам здесь Да installation. забей, ему это не важно. Если она ему не пригодится, он это не будет использовать. Так, окей. Смотрим. У меня есть репозиторий модуль дока. Сейчас вот эта ишуя, которой нету на гитхабе, но я о ней вспомнил. Сейчас эта штука работает так, что она скачивает все страницы релизов, а потом их анализирует. Естественно, я не хочу этого, да, я хочу, чтобы оно постранично как-то это все Мгм. обрабатывало. То есть страницу скачала, поискала нужные версии, если нет, уберет следующую страницу. Ну давай Вот. писать промпт. Э, Теперь, значит так, мне нужно попросить сгенерить степ-бай-степ, правильно? Нет, у тебя Сначала в я PHP, пишу, что у я PHP хочу. Developer есть уже эта штука. Ты скажи, analyze твой репозиторий или что это?
Ладно, тогда такой вопрос. Вот я сгенерил доку, мне ее А ты, разве не кстати, надо ее... сейчас Так ты ее приложить в просто виде ты ее в контекста? модуль репозиторий просто закинь, например. Он же попадет сам в контекст вместе с папкой. Не совсем. У нас тут Ну, либо .php. второй source. Давай, второй source прикладывай и просто Да сделаешь нет, я там. просто сделаю. Я ж могу вот это убрать просто. Так ты У просто... меня нету там Ну, мусорных файлов. да, сделай так. Тоже норм. Но я обычно два источника разбиваю, это гораздо лучше. Потому что ты можешь сначала readme приложить, а потом все остальное. Окей, тоже ок. Давай в контекст Так, заходи. Все, норм. мне вообще вызывать CTX ведь не надо, да? Я обновил сейчас вот Давай эту лучше фигню, и все-таки когда сделаем LLM-ка... по-другому. Оставь, пожалуйста, здесь файл pattern и добавь еще один просто Так, источник. Во-первых, надо показать, что можно несколько сделать. Просто скопируй его и в верхнем readme вставляй, а в нижнем все остальное. Верхний readme, нижний все остальное. Вот, и здесь ну вот. просто указывай путь, прям вот нажимай на readme правой кнопкой и копируй путь до него. Тут не обязательно даже файл паттерн использовать. Во-вторых, в YAML зачем ты используешь массивы? Я не использую, он сам это сгенерил, если ты это помнишь. Да, ну просто Так, удали массив from и сделай... src. Да, Мгм. норм. Удали эту штуку, Enter нажми. Ну либо так, если один файл. А во втором покажи, что можно через минусик на новой строке это делать. Интересно, это умеет expand? О, Кстати, да, И можно кавычки тоже не использовать, если кому YAML этим и крут. Только вот в файл паттерне так не сделать. Поэтому там не убирай кавычки. Звездочка все ломает. Все, пошли. Пошли писать я еще инструкцию. раз повторю вопрос. Мне CTX вызывать не надо, да? Каждый Нет, раз при зачем? обращении Он же по там обновляется на MCP оно лету будет все. вызываться заново. Да, MCP, Мгм. если что, каждые 5 секунд или какой-то интервал времени он опрашивает сервер, и с него переполучает все данные. Ну, давай, вставляй. А напомни, на чем Чего? работает MCP? Это TCP или он на HTTP слое лежит? А здесь IO. А Сейчас. конкретно вот этот на пайпах. Да, на А. пайпах. Ну, IO, да, то есть, ну, пайпы, в общем. Стой. Нет, у них есть и Но это HTTP. они... Вообще, Антон, протокол там этот JSON RPC, как JRPC, да, он называется вроде. Но, ну, то есть он реализуется поверх любого протокола, там HTTP и прочее, но конкретно Claude сейчас поддерживает только пайпы. Внизу, это Они ты промпты смотришь, а мы хотят контекст. завести, Это придется да, они получше. хотят завести external. Придется, походу, поднимать pipe сервер. Посмотри, А я думаю, приложилось есть там готовые readme и всё прокси. остальное? Не, ну, как бы я не буду прокси ставить. Угу, все ок. Readme есть, проект есть. Можно работать. Ну, давай писать Да, промпт. вот до сюда ритм идет. И скопируй namespace Мне снизу. надо писать, как сейчас оно работает и как должно работать, или как мне, как вообще, как джуну, да, получается? Да, пишешь как сейчас. Все, больше ничего не нужно Мне придумать. нужно всегда вот эту хрень, наверное, не? Request контекст. Не нужно. В данном случае у тебя все в одном модуле, и не нужно это делать. Окей. Сейчас репозиторий модуль. Я бы сказал так, что не репозиторий модуль, я бы написал, что when we want to download new version или что-нибудь там binary или файл, we scan all
release pages on GitHub. Так, А, сейчас download get, наверное. Не пиши в третьем Get лице, Паш. releases. Не пиши в третьем лице. А. Они игнорируют такие инструкции чуть сильнее, чем от первого лица. мгм. Ну, если промпт маленький Окей, ок, когда... маленький ок, но когда он более длинный, я замечал, что это просто для них типа, Да, ну я окей. вообще через Вы так занимаетесь. зара пишу. Я от такого люблю заходить. When I want to get releases from GitHub, script scans Loads, наверное, или downloads. scans all pages, all release pages. Release pages even though, ну, даже в том случае, если версия на первой странице. Even though version, required version, да, required version on the first page. I want to stop Так. scanning when we first match. When we... А может, я спрошу, как ты думаешь, это окей? И напиши, как это исправить. Нафига мне Нет, это все ты описывать? можешь, смотри, ты можешь написать, что после on the first page, ты можешь написать, что это тратит наши рейт-лимиты GitHub. Ну, окей. Но если ты ему не скажешь, он может об этом не догадаться. Поэтому я всегда пишу, именно описываешь проблему. Все-таки мы говорим Это не сейчас лимиты, points, point. rate limits. Нет, ты тратишь rate-лимиты. Ну, ладно, пускай это будут Вот. лимиты. Ты помнишь, что это Джун? И всем говорю, что это Джун. Ему нужно четко объяснить, что вы хотите. Это как с ТЗ. Нет ТЗ, результат Ну, ХЗ. В твоем случае будет ровно точно не, такая может, же это не проблема. так, это overflow, может, overflow Это все rate просто... Ну, лимиты. У ладно, тебя может, это пофигу. end Но я without... имею в виду, что ты не тратишь их, ты их превышаешь, правильно? Ты лимиты Да какая можешь превысить, разница, а не Алексей, потратить. ты это пишешь Ладно. LLM-ке, она тебя поняла еще на этапе, где ты написал, ты можешь писать GitHub rate limits. Но это не значит, что это не влияет на качество, Не правильно? влияет. Ну, я бы написал, что как только мы нашли первые совпадения, мы должны прекратить и не тратить лимиты. А там совпадения ищутся не здесь. То есть здесь, насколько я понимаю, надо просто итерировать эти штуки. То есть надо написать let's implement. Может, lazy итератор просто? Я бы объяснил, ну, ты можешь написать, что тебе нужен lazy итератор, и что он должен каждую страницу проверять, нет ли нужной версии. Ну, то есть нужно четко... Вот ты... А Вот что представь, лучше смотри, работает? I need или you? Смотри, Алексей, когда ты ему Вот так пишешь, вот. что нужно сделать, у тебя в голове должен быть план, как бы ты это сделал. И если ты ему опишешь свой план, как ты это хочешь сделать, он сделает по твоему плану. Если ты ему не опишешь это, он сделает черти как, и тебе ему придется либо переобъяснять, либо еще что-то. Ладно, все, оставь вот так вот, и теперь говори create, Подождите. provide feature У request. нас же Не есть надо. этот. Лучше не давай. Нету? Просто пока что... Ща. Я на него только посмотрю. Это у нас кто? Брейншторминг, да, есть? Лучше не Вот. надо. Наверное, Пока вот эта штука это не должна. нужно. Оставь пока что без брейншторминга. Просто скажи provide feature request Давай. with step-by-step план. И вот мы по этому feature request должны теперь понять. Точка. Don't write a code. Вот тоже это добавь. Don't write code. Да. Все, Всё? окей. Да.
Ты Enter нажимаешь. Может Потом еще ты... добавить be straight away? Не надо, все, ничего не делай. Оставь как есть. Ну вот, он тебе описал проблему, описал propose solution. Подожди, он тебе говорит, что что он сейчас будет делать? Выше подними. Он тебе предлагает создать, вот есть lazy pages итератор, создать класс, который будет вот в какой папке он его положит, улучшить GitHub repository класс, update release collection, version constraint параметр. Теперь ты можешь либо его сохранить, либо сказать go. Use file write tools and А go. если я вообще не уверен в том, что я вот здесь написал, как я могу его попросить отвалидируй вообще? Ну или вообще Так отвалидируй все, план. ты Типа, сначала... Зачем тебе валидировать? Ты просто нажми go и посмотри, окей. что он сделает. Не надо сидеть Так, долго сейчас, думать. где у нас там это docs, да, типа persist, story. Да забей, просто начни писать и все. Потом, если что, руками... Вон есть кнопка копи, ты Чего? всегда Нет, можешь я вот это хочу, чтобы он строчить. это... Так вон копи кнопка есть, нажимаешь, она будет в маркдауне, тебе текст этот даст. Да, и просто себе закинь сюда. Ты не даешь мне разлагаться. Ну, ты можешь разлагаться, но иногда быстрее и сюда это сделать. Ты копи Lazy директори делаешь, ты видишь? repository Ты делаешь копи operator. директори. Нет. Ну, хорошо. MD. Ну и все, вот у тебя есть Ну, документ. Все, давай писать код. так. Все, go. Говори, use файл... Сюда или новый чат? Прямо здесь. Тебе этого достаточно и здесь. Потому что в новый чат тебе Use a также plan, придется наверное. все это... Нет, просто go. Do it. У тебя в этом чате Так. текста не больше, чем в новом будет. Ну, можешь, да. Либо иди в тюрьму. Давай так. Да, Алексей, когда ты напишешь кучу текста, ты уже и про точки забудешь, про все забудешь. То ты любитель вставить лишнего и потратить токенов. Хотя точки, наверное, не считаются за токены. Так, что он делает? Он пишет файл, Lazy как раз page тот, Точки который iterator. считаются запланировал. за токены. Response iterator теперь делает тебе. Так, что он делает? Он... Response Так, это iterator кто? создал. Response. Это что-то новое, да? Да и сделай, пусть он Это тебе выглядит пишет как код, что-то даже не новое. Нажми allow for this chat и все, и расслабься. Пойдешь сейчас, будешь в дифах смотреть. Дифы, дифы, дифы. Ну, давай посмотрим. Беру все из стейджа. Все, он, по-моему, закончил. Хотя нет, может, еще пишет. Allow for this chat. Все, Ну, я уже отстань от разрешал него. для этого чата. Может, update repository интерфейс. Пошел коллекции посмотреть твои. Ты ему дал доступ, сейчас он пойдет пропачит тебе ядро Linux. Винды. Как KDE под BSD, да? Именно. Мне нравится, что Ну, он мне иногда лишь бы классы он смог создает, потом из типа Вима выйти. enhanced класс какой-нибудь. Я иногда ржу над ним. Но мне это нравится, я ему специально не разрешил удалять ничего, чтобы пусть он создает новый, всегда можно переименовать, это не занимает время. Все, Так, закончил? ну, вообще он constraint на версию добавил.
Хотя это не нужно. Так Ему ты, надо было просто ленивый пагинатор сделать. ты посмотри сначала в summary, что он сделал. А ты, кстати, можешь написать provide Mermaid sequence diagram. Давай попросим его. Зачем? Не, подожди, так, Давай напиши ладно. provide Это Mermaid. чисто для тебя. Давай, да. Чисто для меня. Provide Mermaid sequence Окей. diagram. Зачем? Get. Provide. Что за... Где чего? Я где-то накосячил? На get Ладно. тоже норм. Ну вот давай сейчас посмотрим, как будет работать эта штука. Зачем? Он тебе вот сейчас объяснит, что он сделал. Ну давай. Вот у тебя увеличивай код и пошли смотреть на это. Вот у меня, да, я не знаю, как это будет. Во, работает, круто. Так, сейчас у нас приходит клиент и говорит вот в этом интерфейсе, где этот интерфейс? Вот он. Да, тут появился параметр. Дай мне релиз больше равно 1.0. GitHub репозиторий запускает Lazy Pages итератор. Что там итератор initialized? Блин, хрен знает, что тут написано. No pages loaded yet. But no pages loaded yet. Угу. Так, почему он отсюда никуда не идет? А он его Он просто создал инициализировался. Да, и дальше он Дальше, начинает, да, запускает релиз просто он collection так, как генератор. будто это метод, ну ладно. From генератор. Ну вот, Так, и у тебя начинается запрос первой страницы, наверное. Загрузили первую страницу, и в ней начинаем чекать релиз satisfies. Если что-то есть, он там где-то сторит у себя и пошел вот, короче, по флоу смотреть. И дальше, если все пошло как надо, ну, типа заскипал все лишнее и вернул коллекцию. естественно, я это ревьювить не буду, я хочу, чтобы оно само, поэтому мне нужен тест. Я доверю только тесту, А ты буду теперь... доверять. Давай, наверное, как вы? Давай. У меня нету тут тестов, поэтому пускай он все с нуля делает, Вообще? правильно? У У меня тебя есть вообще только тестов нет? юнит-тест. Так вот ты ему У меня скажи... есть на валидацию архитектуры. Ну, ты ему скажи, вот у меня Не, есть кстати, у папка меня с вроде они тестами, были, но они куда-то делись. удалились, Окей, давай. скажи. Удалились. Я не закоммитил, наверное, или в какой-то ветке лежат, потому что у меня в ресурсах что-то есть. Нет, теперь все, А, ты останавливаешься и делаешь новую Так, сессию чата. Идешь в новую сессию чата и говоришь, вставляешь я сюда что-то свой добавляю, я контекст, добавляю ну, наш репозиторий, репозиторий, он модуль. уже с новыми Я изменениями. могу добавить request контекст. Он по-любому Нет, не пригодится, нужен, правильно? нет. У тебя уже в Да почему? репозитории, у Что это за тебя... штука такая? Ну, это она запрашивает контекст, если его ей не хватает. Но ты дал папку, у тебя все Ну, инкапсулировано в один тестов-то модуль. нету у нас. Так, Контекстов под тесты у нас нету, правильно? так а как, где он тебе их возьмет? Ты думаешь, request контекст их придумает Пойдет тебе, что ли? искать. А так у тебя их Не нет. Что знаю. он там найдет? То Ты ему есть эта скажи, у штука меня только через есть... CTX, да? Ну, ладно. Ну вот, если ты руками знаешь, что запросить, то request контекст приблизительно может тест folder. Давай так. There is... Сначала мы про тестовую папку говорим, да? Репозиторий модуль cover it with tests. Ты можешь сначала вообще пока удалить все и сказать provide guideline for tests. И сказать, вот тебе папка с тестами, provide guideline для нее. Давай, так и сделаем. Или how to write tests, да.
Все. Мгм. Ну, давай, И, может, ставим. сохранить это куда сразу? Или так Ну, почитаем? store in tests folder. Ну вот, да. Он директорий листинг пошел делать. Сейчас, наверное, пойдет файлы запрашивать. Вот здесь у тебя, кстати, пригодился бы, наверное, request контекст. Алёша, тебе говорил изначально, давай добавим. Да, тут я был... Чего? Джун Ты его не превзошел А, я думал, учителя. я виноват. Джун превзошел учителя. Ну ладно, он инфотеста ему хватило, чтобы написать гайдлайн. Будем считать, что ок. Ты слезу не пустил там еще? Потому что когда ученик превосходит учителя, надо плакать. Ты уже из гнезда выходишь. Ну вот, все, created, теперь пошли писать тесты. Давай, выходи из этого чата. И с чего он взял, что юзать, как этот скриминг camel, скриминг snake case? Хорошая Подожди, идея. давай валидируем немножко. Скажи, что вернись теперь туда и давай ему скажем, что мы используем атрибут data provider и генератор. Это что за атрибуты? Ну, А, data provider так, атрибут с генераторами. Да не пиши not annotation, просто use data provider атрибут, generators и все такое. Или yield напиши. Yield for providers. забей, ты прям, это, понимаешь, это твоя штука, это можно писать и массивами, правильно? Вот-вот. Почему Ладно, бы давай, пусть массивами это не пойдет. делать, потому что почему бы и нет? А напиши еще cover класс. Cover класс атрибут. Ну все, окей, давай. Ах. Ну, наконец-то хоть что-то дельное делает железка. Это. Мы ишую когда-нибудь закроем или нет, интересно. Так ты же только начал с этим проектом. Я уже в проекте, например... Мы только начали, да, то есть 3 часа прошло, мы только начали. Нет, я имею в виду, что ты в этом проекте только начал с контекстами, и мы, по сути, много времени потратили на изучение инструмента. По факту, вот я сегодня писал фичу скачивания бинарей с учетом версии... Да, смешно. Сделал скачивание версии с учетом платформы и архитектуры и разделил класс ну, по паттернам там всякие скачивания для винды, для Linux, и мне заняло это час. Все про все. Там кода достаточно много было написано. Все, давай проверим и пойдем уже писать код. Ну, выглядит уже гораздо лучше. Так, давай. Нейминг, cover класс, data provider почему-то синенький. Yield использует. Сетап какой-то непонятный. Good. Ну, это он как Отлично, он надо, статику юзает, молодец. вместо того, что... Так, я тут ненадолго отлучусь. Air handling, отлично. Я один только вопрос задам. Does it use AAA testing
Прочь. Так, и дальше Ты using объясни, depends что такое with attributes. Это типа Это range range act assert, assert. видишь, тут написано. Мгм. Видишь, какой ты умный. Я не пишу ему такие штуки. Это у нас в кодексе Фортуна прописано. И сразу видно, кто кодекс не чтет. Джун превзошел мастера. Мы поменялись местами. А ты посмотри, он же там, наверное, сейчас что-то пишет. Подержи мое пиво, сынок. Так. Не, надо юзать композер тест, правильно? Так он не будет запускать тебе, забей на эту штуку. Все, давай уже фичу делать. Ой, тест написать. Не, кстати, насчет запускать. Почему бы и Я не нет? У нас разрешаю. CTX позволяет композерные команды. Ну, композерные, кстати, можно разрешить. Я думаю, что композерные, кстати, неплохая идея. Сейчас я запишу. Потому что для PHP композер запускать, ну, package и композер. Можно вот так вот сделать. Run composer and npm commands. Пусть будет. Кстати, тут надо подумать, сможем ли мы их запустить. Ну, у нас, в принципе, внутри PHP есть. Ты же понимаешь, что он изнутри бинаря будет из собранной пыхи на нем запускать. Там просто не все модули могут быть. Я думаю, это должно просто как-то валидироваться и запускаться уже через баш. Ну, вот мне это не очень Что он нравится, делает? эта штука. Он пишет тебе, что через композер все запускать. Ты же ему сказал. Вот он пошел тебе переписывать весь код. Почему он композер JSON не прочитал? Он прочитал. Я ему просто уже доверяю, да, я ему доверил все. Ну, И давай вот он уже даже не спрашивает. Такой, я здесь свой. Так, hello. Hello, правильно? Так, вот тест Arch, тест CC, все, молодец. Он тебе док Ну-ка, для тестов отвалидируем. написал здорово. Тест. Ты ему скажи, а давай теперь ты мне еще и Отлично. композер обновишь. Напиши мне все команды. Ладно, пошли уже тесты Не, писать. это я потом займусь обновлением команд. Мне тут надо пест выпилить и разделить юнит-тесты от арчей по-нормальному. Так он Так, же все, у нас тебе есть гайдлайн. GitHub пест разделил тогда. Этот Copilot гитхабовский. Все, давай ему этот Так, гайдлайн. на что он про закидывай. моки? Тест isolation. Сейчас, подожди. Create mock. Mock object. Ага. Окей. Что мы делаем? Мы теперь Кстати, должны... вот я сразу Мы здесь должны, хочу... кстати... Давай сначала про тесты и Клод. Открой Клод, пожалуйста. Так, Сразу всем новый скажу, чат. что... Вот нет, оставь здесь пока и промотай вверх. Этот чат сессии кажется, с одной стороны, небольшой, потому что здесь весь код написан внутрь наших файлов, но они все в контексте и в токенах учитываются. И у нас уже достаточно много всего здесь написано, и продолжать его, чем больше мы будем продолжать, тем быстрее наши токены будут тратиться, потому что каждое новое сообщение будет отправлять и все предыдущие. И, соответственно, будет жопа. Лучше очень много прям не писать. Помните об этом. Быстро кончится рейт лимита. Ну, упретесь. Все, давай новую сессию. Я пишу тест для репозиторий модуля, правильно? Мгм. Где он тут? Да внизу это промпты. Всегда Модуль. сверху промпты. Наши вот. Репозиторий.
файлики. И Вопрос, мне надо фичерик, если я хочу под фичерик, или я вообще просто, пусть он мне пишет, все тестами покрывает, правильно? Да, ну ты ему скажешь, покрой тестами такой-то класс. Только readme сюда приложи. Да. Я, пожалуй, его не буду париться с контекстом сейчас, да, я просто вот так чик. Да, ну я бы вообще... Ну ладно, норм. Ты можешь сказать, какие классы ты хочешь покрыть, чтобы он не все покрывал? Cover with tests, не знаю, lazy updater. Давай подумаем. Для, Lazy... ну, lazy- вообще покрыть. Кстати, может, фичи-реквесты неплохая идея приложить. Давай приложим. Чтобы у него был контекст, с чем он работает. Вот. Это неплохая практика, чтобы у него было понимание, что вообще происходит. И он тогда вот эти все из фичи-реквеста, все, что мы делали, он будет учитывать в тестах. Если я вот Да, так напишу, этого да, ему норм. достаточно? Ну, ты всегда можешь проверить, поэтому пиши, как Сразу видишь. вопрос. Мне нужно сюда request контекста Ничего. делать? Нет, точно нет. Ты уверен? Уверен. Окей. Тебе request контекст нужен, если ты понимаешь, что ты не все файлы ему даешь. У тебя пакет маленький, ты вообще можешь весь код сюда выгрузить. Ну хотя у тебя там... Ну вот. Тест, unit, repository, internal, pagination, lazy pages, итератор. Выглядит норм путь. Мне нравится. Ну, кстати, неплохо. А давай, пока он пишет тесты, пошли в наш конфиг. Ну, не, на контекст. самом деле правильнее было бы ему здесь папку модуль сделать. Это ты И, потом ему возможно, можешь это сказать об в этом. инструкции. Нажимай allow for this chat и пошли в конфиг. Сходим в нашего контекст конфиг. И добавим сюда, я просто покажу, добавляй новый документ в самый конец. Ух уж эти отступы в IDE-шке, ну, почему оно не... Давай, про что мы добавляем? Description. Description мы пишем current changes. Это, я так понимаю, div будет, да? Да, да. Это у нас... Output path мы говорим changes.md. Кстати, И да, хороший sources. кейс написать тесты на change. Sources пишем. Так, Sources. И Type. говорим type git div. подожди, что-то он не дотупил. Мгм. Не Ну, подсказывает. ладно, git div там вроде несложно. Так, С нижним с дефисом? подчеркиванием вроде. С нижним подчеркиванием. А мне кажется, что может отступ большой или не, вроде норм. Наверное, это что-то тут фигня какая-то. Давай я вот так и- сокращу, да, вручную. И Нет, давай, это уже Storm забагал. мне кажется, из-за того, что ты все скрыл, может из-за этого он забагал. Кстати, давай посмотрим. Поправь Не. внизу на 2 пробела. У тебя, Ладно, ну, давай в дальше. этом, У в нас тумбаре. здесь должен быть, SRC, да? по-моему, commit. Нет, gitdiff какой там src. Хотя, Блин. кстати, даже не знаю, дай посмотрю у себя. Блин, а как у себя посмотреть? В документацию пошли, что мы гадаем? Там же есть gitdiff. Слева просто в меню же есть сразу. Ну ладно. Так. Да, кстати, src есть. Давай все вставим. Соответственно, recent changes у нас commit не last должен быть, а этот unstaged. Commit 96 Ну, строка они у меня... unstaged. Стопы. Это div как считается?
между застейдженным и working dir'ом, Еще раз, папка... потому Ой, что открой, смотри, пожалуйста, смотрю, я потому что... документацию. Окей. И вниз прокрути параметры. А, Вниз параметры, и вот есть здесь параметр commit. И у него стоит Staged. по умолчанию staged, но вниз прокрути еще Мгм. раз. Еще вниз Но мы можем прокрути. unstage, наверное, Еще вниз указать. прокрути. Сейчас, Еще подожди, ниже. я вот так сделаю. Да прокрути Вот так, вниз, commit. пожалуйста, во, они справа, Алексей. смотри. Ладно. Last Вот week, есть нифига себе. все, что мы можем указывать, вот есть пресеты. Ты можешь указать staged за какие-то периоды, и вот есть... Ну, я обычно unstaged указываю. Так, я, наверное, бы указывал staged. То есть я Ну, такой давай говорю, staged вот, тогда. меня Да. репозиторий модуль устраивает, и я такой stage. Это все. Ну, И давай поэтому попробуем это staged. staged. Да, он у тебя стоит уже. Да, он по умолчанию. А, Прекрасно. ну давай тогда удаляй отсюда это. Commit staged. Файл паттерн Не, я его удаляй. оставлю, чтобы... Notepad, Это я могу наверное, удалить, пофиг. потому что в SRC этого нету. Да. Pass src contains class. Ну все, остальное все можно удалять. А вот это что такое? Это содержит Только внутри слово классы класс. когда? Нет, это когда содержит слово класс внутри. Удаляй это нафиг все. Нам устраивает до 97 строчки. Это тоже удаляет, это по Рендер. умолчанию значение. Это как мы LM рендерим. show. Окей. Там можно diff рендерить, а можно markdown синтаксис рендерить. И вот давай проверим, что он работает. Я хочу теперь на это в коде. посмотреть. Да. Давай CTX Так, сейчас, что он тут делает? Все, он уже написал тесты. А вот здесь давай приложим. Давай посмотрим. CTX. Посмотрим. Так, Changes in right years. давай CTX минус www. Не дофига ли будет V? Ну ладно, 2 достаточно. Что он там пишет? Да, давай я еще раз вот так. У тебя инвалид Е- git репозиторий. Чтобы... Либо он git клиент у тебя не может, либо deload у тебя не git репозиторий, не знаю. Ну, короче, он его не распознал. Git soul 7. Можем, конечно, Ну ладно, не будем дебажить потом. сейчас. Я думаю, что это с виндой связано, скорее всего. Надо на винде больше Скорее всего. больше тестов делать, то винда не особо покрыта. В VSL оно работает ок. Ну ладно, хреновенько. Так, печалька. Я тогда эту штуку закомментирую и Да. потом с ней буду разбираться. Что мы получили сейчас? У нас есть тесты. Вот репозиторий. Он дофига написал на самом деле. Запусти, пройдут вообще Давай тесты? запустим. Зачем? Естественно, надеюсь, там нету РМРФ D, C Ну, и такое вообще все диски, проверю. которые у меня есть. Проверю сейчас, смотрят они вообще Мы тесты можем или это нет. проверить, только запустив команду. Ну, давай уже запускай. Где оно тут? PHP unit. О, no. Это что? Unit repository Вот эту collection. вот штуку нужно тоже ему прописать в гайдлайне, чтобы он тебе не мокал финальные классы. Он их начинает, видишь, наверное, мокать. Да. Это я люблю. CSFixer. Ему приходится всегда в гайдлайны это добавлять. Так, еще раз, это у нас Он зафиналил тебе... все тесты, да? ты посмотри, сколько прошло, а Половина сколько не тестов прошло. прошли. Половина... 50 на 50. Нет. Какой? Тест failed 8, pest 16. Ну, тут половину можно удалить. Допустим, exception handling можно удалить. Он, скорее всего, и не нужен. И... что там? Вот на это еще надо как-то дописать.
А посмотри, вот что, например, упало iterates over all pages. Сейчас, погоди, я сделаю, знаешь О, как? кстати, он круто еще написал arrange, act. Вот это вот мне нравится. Надо будет ему такую штуку в промпт всегда добавлять, чтобы он говорил, где у тебя arrange, где act идет, а где assert. А, да. Зачем только? Ну как, чтобы понимать, где у А тебя что, действие. извини, мы что сейчас делаем? Ну, смотри, он, во-первых, еще пишет переменные, которые не юзаются. Их надо, ну, по правилам писать вот так, Так ты ему в можешь, циклах. так ты ему гайдлайны всегда, в гайдлайны все это указывай. Он же откуда знает, что ему нужно? Это Нет, уже надо вот поздно. так вот идти и сюда Уже поздно. дописывать. Да ты Правильно? оставь пока, это потом Почему? сделаешь за кадром. Зачем сейчас тратить на это время? У тебя Ладно. токены скоро кончатся уже с таким подходом. Ты посмотри, вот, допустим, iterates over all pages. Так, имя теста, да, ты имеешь в виду? Да, ну вон, Или что? exception Overpage. handling, допустим. Ну ты посмотри, нет, тест. Вот у тебя есть третий сверху. Iterates Вот этот, вот over он. all pages. Да, и у тебя вот здесь, видишь, он говорит, что должно быть 1, 3, а по факту 1. И вот здесь вот он где-то, наверное, косякнул. Но вот такие штуки я иногда правлю уже с курсором либо виндсерфом. Ты ему даешь тест, он их сам запускает и сам уже смотрит, что там нужно поправить. Но сейчас это выглядит, как я себе нагенерил кучу работы, которую надо ревьювить, и не факт, что это будет быстрее, чем я бы написал этот генератор с нуля. Ну, хрен знает. То есть надо сидеть, Зависит от вчитываться в задачи. тесты. Ну, ты вчитываешься, я гораздо быстрее это делаю. Все равно ты этот тест бы А код у писал, тебя после этого работает? конечно. Ты же пользуешься CTX сейчас. Ну, смотри, CTX, он как бы Чё, вроде как бы? работает, а вроде не все. Не, ну не все на винде работает, потому что с путями с этими, ну, жопа. Это еще сложно тестировать, потому что я на VSL все это делаю. На винде у меня даже гид-клиенты и ничего нет, чтобы тестировать там. И тут возникает проблема. Надо садиться и тестировать, либо кому-то брать, тестировать и багфиксы все записывать. Ну, подожди, это же должно же мокаться как-то. Что Ты ж не именно? будешь настоящий гид-клиент тестировать, ты, наверное, его замокаешь. Ну, теоретически, ну хорошо, ты замокал, и у тебя нет гид-клиента, есть интерфейс. Ты его замокал и его тестируешь. А где вероятность того, что у тебя реальный гид-клиент будет также себя вести? Это как вот тестами покрыть детектор операционной системы и архитектура. Вот как это замокать? Никак. Ты можешь, типа, эмулировать это, но реальный кейс не проверишь. Вот сейчас нам, наверное, уже надо заканчивать, потому что дальше уже, получается, будет муть, да? Мне надо будет как-то циклически тестировать, просить улучшить по тестам или Нет, самому я, улучшать. И я вот сейчас убираю. Ну, во-первых, у него есть лишние тесты. Очевидно, я уже много раз проверял, он некоторые тесты пишет, а, скажем так, до хрена лишних тестов пишет. Ты бы, например, столько не написал тестов. И я хожу, просто некоторые удаляю, потому что они избыточные. Ага, Если очень еще важно дописывать комментарии к тестам, потому что надо знать, что удаляешь. Не читая код, а читая короткое резюме, наверное. может быть, может быть. Жесть какая.
бедный Алексей, как теперь все это... Как из тебя может выйти какой-нибудь Хорошо, вайп-кодер, если ты сидишь тут это ревьюешь, всё? загоняешься много. Конечно, конечно. Выпустил инструмент, в котором есть твой GitHub токен. И все только рады. У них будет возможность ходить по твоим репозиториям. По- И да, и LLM-ки будут ходить и фиксить мои баги. Ну, слушай, я, конечно, хорошо, что сейчас моя вебка не включена, потому что я, наверное, в таком сейчас состоянии сижу, что, наверное, не уверен, хорошая это была идея писать вот такую Почему? штуку через LLM-ку. Она, с одной стороны, вроде простая, блин, но пошел он каким-то не тем путем. Так вот в этом и проблема, что ты, когда только начинаешь пользоваться LLM-ками, ты ожидаешь, что она за тебя сделает то, как ты себе в голове представляешь. Но ты при этом говоришь, а я не буду ей писать, как надо сделать. Я, Ну, например, нет, тут знаю, понимаешь, ты вот начинаешь на грабли чего. наступать и получать, ну, вот по Ну, которым ты уже конечно, 100 раз тебе... прошелся, но тебе какие-то грабли окей, а мне вот приходится, знаешь, вот дописывать, например, не изменяй интерфейсы, потому что, ну, я их уже продумал, да, они достаточны. Мне не нужен там какой-то метод новый всратый, который, Так, ну, ну чисто да. вот по... Ну, когда Да, он и код вот это все пишет, ты можешь... дописывать, и Ну, когда он пишет, ты можешь ему сказать, что интерфейсы трогать не нужно. Используй то, что только есть. Ну, в этом и смысл, что чем раньше ты начнешь пользоваться, тем быстрее ты станешь понимать, какие проблемы, какие грабли ты можешь наступить. И что уже нужно будет говорить через месяц использования, ты уже будешь понимать, что ты скажешь ей, вот я себе в голове представляю это так, просто напиши то, как я себе это представляю. Вот я обычно так и делаю. У меня есть представление, я его описываю, как оно видится. Потом я не пишу большие модули, они у меня все маленькие получаются. Я говорю, сначала давай напишем один кусочек модуля, потом второй кусочек модуля, а давай теперь вот у тебя есть интерфейсы, теперь все это между собой соединим. И я могу руками, ну, у тебя не может быть написания кода, где ты не правишь за ней. Я вот, например, увижу, если у меня тут version constraint есть, я пойду, и если я понимаю, что он не должен здесь быть, я все это удалю, уберу все, что зацени. что не нравится, да. И потом ей выдам заново этот код, как будто бы он уже у меня есть, чтобы она его переработала чуть-чуть. И это очень важно понимать. Ты работаешь с джуном, который очень быстро работает, и он тебе за 5 минут сделает то, что другой джун сделает за, не знаю, там, за неделю. Ну да, иногда тебе Где ты придется... видел джуна, который начинает использовать ссылки? Тем Ну, ты более ему... в этих, не в параметрах даже, а в пропертях. Так ты ему должен объяснить это, что нельзя использовать. Ты не должен смеяться над ним, Алексей. Жесть. Это робот, которому ты один раз... Я поэтому и говорю, что не снижай уровень PHP, например. У меня ссылок нет. У тебя они есть, потому что ты ему разрешаешь так делать. Подожди, ссылки были и есть на всех версиях PHP. Я просто ему говорю 8.1. Это та версия, которую он, ну, по сути, должен знать, потому что от какого она года? 3 Ну, года назад или хорошо, 4 она вышла. хорошо. И что Ему не дальше? нужно знать фичи read-only и там, ну, классы read-only и вот эти, Так, что в 8.4 появилось, асинхронная видимость и прочая дичь. а что ты над ним смеешься, что он И ссылки использует? я не понимаю, как это вышло, что вот он начал уже мне в property совать ссылки. Ну, это, ну, невалидный код, то есть такого быть не должно. Ну, Где, на хорошо. чем он учился вообще вот такое делать? Ну, вот, наверное, на моем коде. На Я всегда WordPress. использую. На два. И либо Битриксе, между прочим, может пойти поучиться. Да, это ж не забывайте, что это LLM, ее задача прочитать сотни миллионов
строчек кода. Нет, это понятно, но понимаешь, вот тут вылезают эти всякие хреновины, и вот что мне теперь написать: не подставляй, не используй ссылки, да, вообще нигде, или там не Но используй ссылки в нет, пропертях, хотя им там вообще не нет, место. нет, это делается немножко по-другому. Ты можешь вообще удалить эти тесты нафиг, скорректировать свой гайдлайн, что никогда не использую ссылки нигде, подумать, что тебе... Ты можешь взять вот эти тесты, удалить из них все лишнее, и в них внутри даже написать, что здесь нужно протестировать. То есть он часть работы за тебя сделал, ты можешь почистить что-нибудь, дописать внутри, что, как ты себе это видишь, или ему сказать сначала во всех методах опиши, как ты это видишь, а потом з- напиши сами тесты. И тогда у тебя будет тоже другой результат. Просто нужно здесь учиться немножко, понаступав на разные грабли, ты поймешь в скором времени, как это должно быть. Вот есть у нас такой репозиторий, как Spiral Code Style, где у нас есть Так, стандарты кодирования, где мы все оптимально делаем и все круто. Походу, так. нам нужны контекст, код стайлы для тестов, да, там, Да, вот чтобы оно поэтому я все и было говорю, что консистентно и должно... уже написано в одном месте. Я поэтому и говорю, что нужен гист, и сделал гист и поддержку удаленных промптов, когда ты их можешь себе подключать из других Ну, источников, чтобы ты мог это написать один раз и со всеми поделиться, или кто-то другой это напишет значит и ли это, поделится. что каждый из нас должен писать эти гисты? Может, это должно быть все-таки централизовано, Так придумай не по любой гистам? вариант. Придумай свой вариант, скажи, Я, как я это, так к тому, что не слишком ли тогда рано мы в это входим, в во плане, что. что вот так вот в массы с этой штукой, чтобы каждый это делал и каждый так страдал. Почему страдал-то? Не А знаю. сейчас ты вот без этой штуки ты страдаешь или У меня, нет? у меня сейчас фаза отрицания, понимаешь? У меня сейчас стресс на фазе отрицания. Я все отрицаю. Зачем нам это? Не надо это Я, все. Это. например, без этого инструмента вообще сидел только, и у меня промпты были короткие, код я сидел, страдал, еще собирал контекст руками. Это было еще та боль, тебе надо всегда все это скопировать в клод. 2 года И назад, да, наверное, это было? какое 2 года назад? Позже. 2 недели Год. назад. Да, 2 недели назад. Потом я сел и сказал: "Клод, напиши контекст генератора". Он его написал, и я его выложил. Но суть в том, что тебе, с одной стороны, кажется, что вот сейчас тебе сложно, а без этого тебе было бы невероятно сложно, у тебя еще было бы больше задач. А наша задача научиться в современном мире использовать LLM-ку, и чем круче ты ее будешь использовать уметь, тем круче ты как специалист. Вот и я уже с джуном научился работать. Вот то, что ты сейчас на грабли наступаешь, у меня занимает это 5 минут. Я за 5 минут с ним, он мне начинает генерировать код, я уже вижу, что он мне выдает дичь, я еще останавливаю на этапе генерации его, и уже вижу в голове, что вот как он это сделал, как бы я хотел это увидеть. И я ему сразу говорю: давай-ка мы по-другому сделаем. И говорю: делай по-другому. И объясняю чуть-чуть получше. И он начинает делать это по-другому. Я ему говорю, какие паттерны хочу использовать. Вот он, например, делает задачу, говорю: а давай здесь стратегию применим, здесь что-нибудь еще применим. Напиши мне только интерфейсы, например, не пиши реализацию, на интерфейсах мне объясни. И у нас с ним складывается так диалог. Работает это совершенно по-другому. Эту задачу, которую ты делаешь, я бы за полчаса вот это вот все уже с тестами, со всем уже бы закончил. И иногда бывает вариант, когда ты принимаешь тот код, который он тебе сделал, ты делаешь некую такую целостную картину того, что ты хочешь увидеть, и потом ты садишься и говоришь: вот тебе мой модуль, он сделан хреново. Давай мы вот здесь вот это разделим на такие-то, ну, разобьем на интерфейсы, здесь вот от этого избавимся и сделаем небольшой рефакторинг. Мне вот этот подход больше нравится.
Когда ты делаешь сначала на коленке, собираешь хоть что-то, потом у тебя есть целая картина, и ты говоришь, а теперь я понимаю, как это должно быть. Иногда я не всегда сразу понимаю целостную картину. И ему тоже легче разбивать, например, выносить на модуле, там, не знаю, а, чем сразу написать, когда ты не понимаешь, что хочешь, он не понимает, что ты хочешь, но он начинает тебе выдавать. Ух, ё-моё, сколько мы уже сидим, общаемся. 2 часа 44 минуты. У нас количество Да, зрителей пока не сравнялось случился с лайками. Переход на 3 пока не час, на случился 4. контекст головного мозга, давай мы, Да. наверное, закончим. Не, я не прочь еще посидеть, но я чувствую, вот здесь Хватит. сейчас реально у меня начнется такая хрень, когда надо Бедный будет Игорь. муторно А сидеть, мы, ковырять кстати, еще в и долбиться с Дискорде этим. к нам приходили люди, мы никому не дали слова, а может, они даже руки не поднимали. А руку поднимали? Не знаю. Но тут кто-то в чате что-то писал, а мы это не читали. Тесты на внешние... Ага, ладно. Ничего особого А, не тут еще было. один был мемчик. Да, это это был был мем про то, что такое... Да-да-да, это то, что выжимка, чтобы никто ничего не понял при выкладывании этих в паблик контекстов. Следующий раз будем я джуном, а Алексей будет диктовать, как писать PHP-код, а я буду транслировать это в LLM. Буду Вот пытаться это, сделать... кстати, да. Да, в следующий раз я пишу контексты, промпты и инструкции, а Алексей говорит, что как это должно работать. Я просто засираю этот код. Не засираешь, ты говоришь, как он должен работать и что должно быть с точки зрения А, я архитектуры. понял. А Я она, заказчик. Я да, заказчик, а ты это... а я с джуном. Ты заказчик, продукт аунер, Прокладка. я тим лид, а джун это джун. Да, ладно, все, всем спасибо. Только не продукт овн, а я CTO, да, CTO получается. Я же Мгм. должен как-то в этом шарить. Да, всем спасибо. Вроде Да, всем неплохо спасибо. посидели. Делитесь своими мыслями и тем, вообще нравится или нет, и чего не хватает. Всегда круто видеть обратную связь. Лучше в нашем фарт-тайм-чате, конечно же. Может, Да, и какую-то пользуйте кнопку? FartGPT. Да, фарт GPT скоро выйдет. Там будет, правда, только вонь и пердеж. Он будет транслировать все в звуке. А у тебя, наверное, кнопка уже пропала, это, да, Алексей? Которую мы раньше нажимали. Почему? А что, не слышно? По-моему, нет. Не слышно. Нет? Все, ладно. Всем пока, всем спасибо. Круто посидели сегодня. А звук вроде идет. Ну ладно. Это у тебя. Всем пока. А, Да я понял. блин. Все, ну-ка Всем еще пока. раз нажми. Не, даже не... У тебя, наверное, не расшарен звук в Дискорде. Сейчас, секунду, это знаешь, как... Сейчас я быстренько проверю. Понятно, да, это каждый раз отваливается. Ну, давай вот так и вот так. И? Вот. Нормальное завершение стрима. Всем пока.